Сегодня можно будет забрать свои сертификаты участников. Вот сейчас наши хозяева замечательные раскладывают эти сертификаты по алфавиту имен вот здесь. Вот, что еще вам сказать? А похвастаться можно? Давайте, начинаю хвастаться. Вышел очередной сборник «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». Смотрите, какой хорошенький. Да, нормально, да. Значит, вот смотрите, внутри там тоже много интересного. Значит, можно заказать в Российской национальной библиотеке на сайте, уже выставлена и цена, и все. Цена, к сожалению, не очень веселая, 600 рублей, но жизнь такая. Вот, значит, заказывайте, смотрите, да, там много полезного. Мы будем издавать и дальше. Я не знаю, еще пока непонятно, как поставит в план наша дирекция, но если не поставит в план бумажное издание, значит, будет не бумажное, но сборник выйдет все равно. Обратите внимание, мы немножко меняем его формат. В том смысле, что раньше это всегда были материалы очередного семинара, прям вот на титуле. Сейчас мы, я не знаю, может быть, вы почувствовали, мы строже стали подходить к отбору докладов даже на семинар, да? Но и то же самое в отношении сборника. Мы отвязываемся формально от очередного семинара, хотя совершенно понятно, что основной корпус докладов будет с очередного семинара, просто много. В него войдут и доклады прочитанные, и доклады и из стендовых, те доклады, которые мы сочтем достойными того, чтобы войти. И, как уже получается, почему мы еще отвязываемся формально от очередного семинара, туда добавятся доклады, например, с очередного конгресса, с нашего заседания. И обратите внимание, мы будем принимать для сборника доклады, которые не прозвучали ни на конгрессе, ни на семинаре, но если вы знаете, у вас на ваших региональных семинарах какой-то очень достойный доклад, серьезная тема, хороший автор, да, подавайте нам, и мы опубликуем. Это будет сборник, очередной регулярный сборник проблем краеведческой деятельности библиотек. Ну, я думаю, что повыше качеством, вот за счет этого. Ну что, вот сегодня, да. Так, итак, работаем. И, значит, сейчас у нас тема трагически серьезная, мы давно ей не занимались, а, в общем, важнее ничего нету у нас. Краеведческая библиография. Первый доклад. Трубина Екатерина Игоревна, ведущий библиограф отдела библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки. Универсальная краеведческая библиография. Мы ее теряем? Доброе утро, уважаемые коллеги. Я буду читать, чтобы не сбиться с курса. Мой доклад посвящен состоянию и перспективам развития универсальной краеведческой библиографии в широком смысле, включающей краеведческие библиографические указатели и указатели местной печати, подготовленные центральными библиотеками регионов. Примеры таких указателей мы можем встретить на стенде. Но один тип указателей вы уже здесь практически не встретите. И сейчас вы узнаете, какой. Были проанализированы, в моем докладе будет представлено состояние текущих указателей. Указателей типа литература О, области, края, область центральной печати, область общероссийской печати и указатели местной печати. Для выявления корпуса указателей были использованы следующие ресурсы. Это наши ежегодные библиографические указатели. Если кто помнит, может быть, у вас в библиотеках сохранилось зеленое библиографическое наше издание, краеведческие библиографические издания Российской Федерации. В печатном виде оно уже не выходит. Мы перевели его в формат базы данных, но база данных, скажу сразу, пока не выложена, мы будем обращаться к вам за помощью. Возможно, сейчас мы ее будем представлять именно для вас в тестовом режиме, чтобы пополнить наши лакуны в этой базе данных. Что еще я обследовала и смотрела? Это каталог Центральной справочной библиотеки, каталог Центральной справочной библиотеки в Российской национальной библиотеке. Вот так.
Именно туда попадают попадали универсальные текущие библиографические указатели и указатели местной печати. Он тоже, к сожалению, отражает неполно отражает сведения по данному типу указателей. Указатели российской книжной печати, информация на сайтах библиотек. Там что было отсмотрено? В электронных краеведческих библиотеках и в электронных библиотеках там были отсмотрены разделы издания библиотеки. Также были отсмотрены разделы издания библиотеки, размещенные не в электронной библиотеке, а на сайте. Собственные каталоги библиотек были выборочно проверены, издания по ним. И смотрели сведения о деятельности краеведческих отделов. Также я вам звонила, писала, консультировалась и уточняла. И еще были использованы материалы всероссийского опроса. Ну вот, собственно говоря, все на стенде. Может быть, это я перед вами отчитываюсь, что я смотрела. Ситуация какая? Пришлось приложить немалые усилия. И, к сожалению, сведения у нас, неполная у меня картина получилась по регионам. Сначала расскажу о состоянии самой текущей библиографии. О хорошем. Указатели местной печати. Они выпускаются с 1995 года, с момента принятия федерального закона об обязательном экземпляре документов. Закон был принят в 1994 году. И аналогичных региональных законов. На данный момент этот тип указателей стабильно растет. Они выпускаются уже в 32 областных библиотеках, 8 краевых, и практически все национальные библиотеки ведут учет местной печати в государственных библиографических указателях, летописи печати. Они издают их в печатном виде и размещают электронные копии на сайтах. Также поступают и коллеги из областных и краевых библиотек. Что здесь мы обращаем на что внимание? Некоторые библиотеки, успешно ведущие краеведческую библиографическую деятельность, подошли к изданию указателей местной печати лишь в последние годы. Челябинск с 2012 года, Вологодская область с 2013 года, Пермская краевая с 2015 года. Стоит отметить, что Курск в прошлом году возобновил издание Курской книги после 6-летнего перерыва. Вот какие у нас такие тенденции. В основном все указатели, как я уже сказала, издаются в печатном виде, с размещением на сайте электронных копий, иногда с дополнительными поисковыми возможностями. Например, Вятская книга. Там с интерактивными вспомогательными указателями. Сразу только в электронном виде, без печатных предшественников, стали публиковать указатели местной печати Ивановская областная библиотека и Ставропольская краевая. Иваново с 2011 года, Ставропольская 2012. Там, где библиотеки не обязаны издавать такие указатели по закону, Астраханская, Донская, Волгоградская, Владимирская, Кемеровская, Костромская, Московская, Новгородская, Оренбургская, Свердловская, Тамбовская, Тюменская, они не издаются. Коллеги, если что, поправите мои исследования. Коллеги объясняют, что местная печать отражается в каталоге местных изданий, который ведется локально. И местные издания выделяются в электронном каталоге по поиску места издания. Но эта логика не всегда работает. Челябинская областная библиотека, добросовестные библиографы, они контролируют эту ситуацию сразу в 3 местах. У них карточный хронологический каталог местных изданий. С 2013 года в электронном каталоге ведутся метки, местный экземпляр, позволяющий выбирать в электронном каталоге это подмножество. И параллельно на этой основе издается Южноуральская книга, репертуар местной печати. Вот как коллеги работают. В печатном виде и на диске. Почему на диске? Как мне сказали коллеги, этот диск пользуется большой популярностью на книжной ярмарке среди книгоиздателей. Они видят результаты своей издательской деятельности по своему региону. Аналогичная картина, параллельное существование указателя «Томская книга» и доступной базы данных.
томская книга. Иногда эта подсистема складывается из двух разных изданий. Более оперативного сетевого на сайте, размещенного ежеквартального, и более основательного ежегодного. Ну, например, в Архангельской областной библиотеке с 2003 года ежегодно издаются в печатном виде обязательный экземпляр, а ежеквартально формируется и выпускается только в электронном виде летописи. Также поступают параллельные издания в Мордовии, Иркутске и других библиотеках. Что хотелось бы сказать? Что происходит с этими указателями? Какие наблюдались у нас варианты трансформации? Первый вариант – это трансформация печатного издания в электронный аналог с прекращением выпуска бумажного. Хороший пример такого преобразования печатного каталога вы можете посмотреть на сайте Алтайской краевой библиотеки. Там размещен каталог книги Алтая в наличии печати с сохранением структуры и периодичности и с добавлением интерактивных оглавлений и вспомогательных указателей. В печатном виде он выходит в одном экземпляре. Такая замена произошла в Нижегородской областной библиотеке, в Национальной библиотеке Карелии, в Липецкой. Тульские коллеги с 2011 года выпускают свой тульский библиогид на диске и размещают его копию на сайте. Вариант второй – трансформация печатных указателей в виртуальные выставки. В качестве примера можно привести указатель местной печати «Симбирская книга». В печатном виде он выходил до 2006 года. В 2009 году он появился на сайте уже в виде виртуальной выставки в рамках одноименной ежегодной выставки конкурса. Интересно, что в этом интерактивном варианте пользователь может, например, сам сгруппировать материал, а в период конкурса проголосовать за издание. Там, звездочкой пометить. Преимущество аналогичной виртуальной выставки «Томская книга» в том, что она не только знакомит с книжными новинками региона, издаваемыми на территории Томской области, но также в ней возможен открытый и условно открытый доступ к полным текстам. Вариант третий – трансформация в базу данных, что как бы редко. Практически единицы. В этом случае вместо указателя создается специальная база данных с точно такими же принципами отбора и структурой. Например, Белгородская книга, что удалось, обязательный экземпляр Самарская областная библиотека. И как у нас на семинаре прозвучало, Красноярск создал информационно-библиографическую систему «Красноярская книга». Пока еще коллеги не приняли решение, будут они отказываться от печатного, но уже такая система представлена у них на сайте. Теперь о грустном, об универсальных текущих указателях «Литература О». Далее я их буду называть утуклами. Это, было самое массовое издание, но, к сожалению, сейчас хочется сказать, что это уходит. И это так, что мы можем в дальнейшем получить, если не будем работать. Мы наблюдали несколько волн их закрытия в печатном виде. Вот они перед вами. Перечислять я не буду. Картина такая Первая волна закрытия связана, видимо, с недостатком финансирования издательской деятельности библиотек. Вторая и последующие были результатом решения самих специалистов в пользу фундаментальных библиографических справочников и электронных краеведческих баз данных. Но скажу, что остались еще библиотеки, их всего 5, и, наверное, я прогуляюсь.
Значит, кто у нас остался, кто выпускает мужественно это издание? Вот указатель, коллеги. Кто забыл, как они выглядели вообще? Камчатская краевая национальная библиотека, Сахалинская областная библиотека, я не знаю, на выставке есть или нет, Вологодская областная библиотека. Из национальных остались выпускаются в Национальной библиотеке Республики Коми и в Адыгее в электронном варианте. Все, коллеги, больше их никто не выпускает. Если я кого-то пропустила, можете сразу прервать мой доклад и сказать, что мы продолжаем выпускать или мы планируем. Дальше будем разбираться. Значит, вот ответы коллег из региональных библиотек, скажем так, свою защиту, что с 1995 года указатели перестали издавать из-за недостаточного финансирования, а также в связи с тем, что весь массив краеведческой информации был представлен в электронном каталоге библиотеки. Вот такая вот ситуация. Но, к сожалению, с созданием электронных каталогов и краеведческих баз данных обычной практикой подготовки таких указателей в 2000-х стало извлечение определенного массива записей из электронного краеведческого каталога, практически без редакции. Но достаточно быстро библиотеки начали отказываться и от этой методики. Поэтому мы вот и видели там волны, что указатели умирали не сразу, за них еще боролись. Скорее всего, эта утрата неизбежна хотя бы потому, что быстро и сильно растет объем каталога. И указатель, скажем, в 6 тысяч названий, хотя бы минимальной редакции, ежегодно делать трудно. В принципе, при наличии хорошего электронного краеведческого каталога выпуск таких указателей был бы и не нужен. Но каталоги, коллеги, пользоваться ими невозможно. Я попыталась протестировать выборочно, выбирала рубрики в утуклах, какие были, пыталась выбирать это в каталогах. К сожалению, вот мне показалось, что все-таки утуклами эта информация отбиралась, предоставлялась более качественно. Когда тебе по твоей рубрике предоставляется 1000 записей и без отбора, ты, конечно, задумываешься. И поддерживают меня и коллеги, которые пишут: электронный каталог далек от совершенства, читатели не знают наших предметных рубрик, и им трудно ориентироваться в большом объеме информации. Указатель в этом смысле представляет лучшие по информативности и содержанию статьи из всех имеющихся по тому или иному вопросу материалу. Электронный каталог не может стать полноценной заменой указателя. Ну, как я уже сказала, попытки перевода утуклов в электронную форму продлили их существование, но до 2010 года. Размещались электронные копии печатных и оригинал-макеты, соответственно, без какого-либо поиска. Их последние следы мы можем встретить и сегодня на сайтах библиотек, без обложек и титульных листов, и просто вот какие-то Word-файлы с рабочими пометками. Удалить, исправить. Ну, вот. Такие есть. В каких библиотеках это мы наблюдали, я не буду говорить. Коллеги посмотрят, еще раз проверят, может быть, подправят, добавят титульный лист. Это несложно, не страшно. Будем пытаться эту ситуацию сохранять. Здесь варианты трансформации тоже были, тоже есть. Вариант первый. Трансформация в базу данных. На сайте Новосибирской областной библиотеки в 2007 году появилась база данных «Литература Новосибирской области», разработанная на основе имеющихся на 2007 год выпусков ежеквартальника. При том, что ежеквартальники еще продолжали жить до 2012 года. Но если мы посмотрим эту базу, она тоже как бы такая вот, как клочковатая немножко была. В результате база заморожена, но попытки такие вот были. Что еще, значит, удалось увидеть?
На сайте Костромской областной библиотеки скажу, что мы встретили вот такую вот псевдобазу данных. Почему псевдо? Называется это вообще электронный кровеческий каталог. Но на самом деле, плохо вам видно, ну, представлен электронный кровеческий каталог, а дальше у нас представлены годы с 2000 по 2007. И кликнув на один из разделов, мы получаем список литературы, и остается нам догадаться, предположить, что это наши дорогие утуклы. Вариант второй. Трансформация в более... Так, прошу прощения. Трансформация в более дробные формы в списке литературы, в краеведческих альманахах, журналах и на сайтах. В Воронежском краеведческом вестнике, издаваемом областной библиотекой, публикуются списки «Воронежский край» в краеведческих изданиях и центральной прессе. Ну, скажу сразу, Светлана Масадировна, у вас в Балтийском альманахе тоже публикуются списки, но все-таки у вас там ретроспективные, а я говорю сейчас о текущих. Если, коллеги, у кого еще в каких-то печатных изданиях публикуются, я принимаю информацию для пополнения наших сведений. Вариант третий. Трансформация в списке с более высоким порогом отбора. Владимирская областная библиотека после прекращения утуклов в 2010 году с 2015 года ежегодно публикует на виртуальной книжной полке краеведа и рассылает списки новой краеведческой литературы, средний объем этих списков 300 названий в год, по электронной почте в 106 адресов. Прежние ежеквартальники включали в себя от 1200 до 3500 названий в год. Здесь мы видим, что для электронного списка осуществляется другой отбор и объем записей. Но все-таки коллеги, скажем так, не бросили это направление, а по нашим предположениям они его несколько трансформировали. Похожие уже краткие электронные рекомендательные списки новых книг можно найти на сайтах и других библиотек. Ну вот, к примеру, Мурманск, Ярославская областная библиотека и так далее. Здесь еще обозначен у меня вариант четвертый – трансформация в указатели с более глубокой ретроспекцией. Так как мой доклад посвящен текущим указателям, здесь я просто упоминаю, что такой вариант трансформации есть, и, может быть, о нем стоит подумать и взять на вооружение. Ну, например, такое уже есть в Краснодаре, в Краснодарской краевой библиотеке, Национальной библиотеке Хакасии и в Татарстане, что вот порадовало, буквально на сайте, все доступно, можно посмотреть. Наблюдая за этими преобразованиями в базы данных в более короткие варианты списки литературы, мы можем говорить о полном отказе библиотек от этого вида указателей, но не готовы сделать вывод о том, что это правильно. И возврата в какой-то форме не будет, поскольку серьезные проблемы с качеством электронных краеведческих каталогов и неудобством для пользователей, к сожалению, есть у всех. Следующий, извините, я левша и в другую сторону. Область центральной печати. Эти указатели выходили в немногих библиотеках, преимущество с начала 90-х годов. Сегодня они размещены, вот с этим типом тоже очень интересно происходит. Пока готового ответа нет, возрождается, угасает. Но вот такая вот ситуация. Мы сначала думали, да что там, уже все прекратилось, но когда стали гулять по сайтам, определили, что такие электронные библиографические списки есть. Ставропольская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Кировская, Липецкая, Магаданская, Ярославская, Чувашская республика, Смоленская, Ленинградская. Выпускает их, Смоленск и Ленинград выпускают, Ленинградская областная выпускают их и в печатном виде. Совсем редкие существуют в виде баз данных с полными текстами Белгород Пресс, Орловская область центральной печати. И, что интересно, на сайте Воронежской областной библиотеки
Одновременно есть библиографический список «Воронежская область в общероссийской печати» и база данных статей из центральных периодических изданий. До 2017 года оперативно выходила и размещалась на сайте «Экспресс-информация Сахалинская область» на страницах центральной периодической печати. Но вот буквально я обнаружила, что коллеги сообщили на сайте, что прекратили составление списков, так как вся эта информация размещается в электронном каталоге. То вот что удалось по этой области. Что важно? Состояние сохранности и доступности самих указателей, прежде всего бумажных. Это вот пример, добросовестные коллеги мне прислали таблицу. Ну, это так просто, вот мы видим, да, строки, где пусто, то есть вот уже нет информации. И что мне сообщили, что за определенный период перечисленные ниже годы в библиотеке не сохранились. Далее, там, сведения об указателе за 92-93 год предоставить невозможно в связи с их отсутствием. И указатель аналогичный я попробовала посмотреть на сайте Российской государственной библиотеки. Там тоже представлен не весь комплект, а указатель «Литература об Амурской области», вот справа наш электронный каталог, всего 3 выпуска. Я сличила, у коллег этих выпусков нет, но хорошо, они есть у нас. Но, ребята, у нас тоже есть лакуны, и их много, к сожалению. И это печально. Что нужно делать? Нужно их срочно восстанавливать, оцифровывать и выкладывать на сайте. Что же мы видим сейчас на сайтах? Указатели, конечно, этого типа, да, выложены полными текстами. Встречались они и в сведениях о деятельности краеведческого отдела, но только за последние 2-3 года. Алтайская краевая библиотека, я обнаружила указатели за последние 3 года в электронном виде. В разделе на сайтах издания библиотеки размещают свои издания за последние 15 лет. Таким образом, наш материал туда тоже не попадает. В краеведческом блоке, это я имею в виду в разделе издания библиотеки, я имею в виду УТУКлы. Местная печать, конечно, она уже за последние 15 лет, она в хронологический ряд вошла. В краеведческом блоке, опять же, нам предстают указатели местной печати. Обращаю ваше внимание, что я в докладе не касаюсь ни календарей, ни персоналей, ни тематических, а то могут мне сказать и даже, может быть, побить, как же так, наша библиотека выпускает указатели. Да, вы выпускаете, но я еще раз хочу сказать, для тех, кто подключился только сейчас или только сейчас стал меня слушать, что доклад мой об УТУКлах и текущих указателях. Ну, большое спасибо, я вижу, все меня очень внимательно слушают. Так, в электронной библиотеке, да, меня порадовали коллеги, уже в разделе издания библиотеки есть блоки, где размещена литература об области. Это и Тамбовская библиотека, и у меня большой список, но я буду экономить время, может быть, дальше я его и перечислю. Я уже практически заканчиваю. Вологодская, Свердловская. По нашим сведениям, Тверская начала работу по оцифровке своих указателей. Тверская областная библиотека подошла грамотно. Они начали оцифровывать указатели с момента своего основания. Коллеги понимают, что бумага ветхая, и надо все уже спасать. Хотелось бы привести такие вот примеры комплексного представления своих указателей. Например, на сайте Иркутской областной библиотеки представлены все краеведческие указатели библиотеки с 1957 года.
с аннотациями и отсылками к полным текстам в электронную библиотеку. Вот здесь на слайде мы можем видеть раздел «Краеведение», выделена рубрика «Справочные и библиографические издания». И далее, пожалуйста, видно плохо, но вот грамотно. Универсальные, пошел перечень. И вот мелко я просто скажу, что указана литература об Иркутской области вторым пунктом. Текущий указатель издавался каждое полугодие там. Последний выпуск был издан в 2006 году. И, пожалуйста, то есть история издания представлена, гиперссылка, и все указатели размещены в электронной коллекции «Наше издание». Здесь тоже, во-первых, здесь продвинуто это издание, обозначено ядро коллекции, составляют библиографические указатели «Литература об Иркутской области», где собрана информация по всем вопросам жизни Иркутской области в течение с 1961 по 2000-е годы. Дальше там идут другие издания. И вот, пожалуйста, как представлено в электронной библиотеке. Я не буду сейчас отвлекаться. Коллеги молодцы, начали уже выставлять. Спасибо. Может быть, это, я думаю, и благодаря нам, что мы стали вас беспокоить. А где же эти указатели? Ну вот Донская библиотека улыбается, а у вас ведь всего только 2 или 3 указателя оцифровано. Но вы теперь знаете, что надо все оцифровать и выложить компактно. Записали, записываем. А в Иркутске можно просто посмотреть, ведь порой очень сложно ориентироваться по выпускам. Так ты видишь полную картину, что представлено, что нет. В Архангельске подобные указатели отражены, во-первых, в электронном каталоге, учтены даже издания, которые вот по какой-то уже, как волны были показаны, не были изданы в печатном виде, но коллеги их оцифровали, выложили на сайт. В каталоге есть полная информация. И что коллеги сделали? Молодцы. Они положили эти указатели, я вот специально выделила, в коллекцию «Архангельская область». Там среди прочих изданий стоит наш дорогой указатель «Литература об Архангельской области» и полным комплектом. И скажу, что Архангельск, свои указатели, которые не были изданы, но остались, они подготовили к ним такие вот, как электронные титульные листы, чтобы издание не выглядело таким вот грустным. Электронная коллекция «Летопись печати Республики Калмыкия» тоже порадовали коллеги. Это то, что мы мечтаем, просим. Они написали вот такую вот информацию к своей коллекции «Летопись печати». Это скорее уже вот к национальным библиотекам. Что выпускали, когда, что и что есть в коллекции. Здесь даже достаточно подробно. И теперь последнее. Состояние информации об указателях. На сайтах библиотек, в каталогах и в памяти сотрудников. Вот, пожалуйста, пришло уже новое пришло поколение, которое, я звонила в регионы, они уже и не знают, что были такие указатели. На сайтах, представляя свои сведения о краеведческой деятельности, о своей работе, мощно представляют свою деятельность и библиографическую, но, к сожалению, все в настоящем времени. Мы выпускаем указатели местной печати, мы издаем персоналию, мы издаем календари, а что издавалось ранее, истории этой нет. И вот в связи с этим хочется сказать, что, во-первых, как выяснилось, и вы уже поняли, что в процессе сбора информации мы выяснили, что многое утрачено,
Что важно, нет правильного подхода в сохранении истории краеведческой библиографии своего региона. Здесь хотелось бы привести положительный пример Алтайской краевой универсальной библиотеки, которая коллеги провели глубокую архивную проработку и по крупицам собрали информацию по истории своей краеведческой библиографии. Были найдены библиографические труды в архивах, которые по тем или иным причинам не были опубликованы. Коллеги, я надеюсь, вы их оцифруете, выложите и сформируете коллекцию. Подробная информация о пути Алтайской краевой библиотеки читаем, изучаем опыт, берем на вооружение. Так, завершение. Это я говорила, Архангельская областная библиотека, у них описание в каталоге, имеется электронная копия, то есть все описано. И последнее. Прошу прощения, отвлеклась. Да, Владимир. Сейчас. Скажу во Владимире, что сведения, еще раз повторю, что сведения в электронных каталогах об одном об этом типе литературы, об области настолько рассыпаны, то есть нет полной информации комплексно. Во Владимире в электронной библиотеке «Земля Владимирская» пока нет библиографических указателей данного типа, но я надеюсь, они будут. Но в каталоге, коллеги, все представлено хорошо, супер, полно. То есть мы видим всю информацию о периоде существования этого издания. То есть АПАК позволил нам вывести сводную карточку. Тут такая кнопочка, тома выпуска, и мы видим всю картину. Пример я приводила: Иркутск свой указатель в электронном виде разложил по полочкам, а здесь в каталоге. Мы будем надеяться, может быть, из каталога можно будет сразу уходить к полным текстам. Есть нам всем над чем работать. Кто выложил уже в библиотеку кусочками свои указатели, добавит, дополнит, сформирует, напишет преамбулу, возьмет за основу материалы Алтайской краевой библиотеки. Выводы. При понятных всем условиях и обстоятельствах краеведческую библиографию мы теряем. И как текущую новую, и как корпус уже вышедших изданий, который и при наличии больших электронных каталогов обладает ценностью и незаменим для читателей. Универсальная краеведческая библиография в классических формах свертывается, уходит, поддерживается в части библиографии местной печати. По местной печати скажу, что тоже как-то указатели представлены неполным объемом. В электронных библиотеках коллеги стесняются их выкладывать. Процесс трансформации этого типа указателей оценить сложно. Это большой материал, учитывая, что указатели выходили на протяжении более 40 лет. Что еще хотелось сказать, что в Кемеровской областной библиотеке библиографы сейчас уже по этим указателям уточняют свой электронный краеведческий каталог. В Самаре в 2013 году сформирована служебная база данных «Литература о родном крае». На основе этой служебной базы сотрудники выполняют справки, и используют также для ретроспективного пополнения своего ЭКК «Самарский каталог». При всех особенностях и недостатках отдельных изданий этот огромный пласт библиографической информации и важнейший ресурс для ретроспективной национальной библиографии. Нужно принимать меры для его реконструкции и надежного сохранения. Спасибо, Екатерина Игоревна. Такой обзор был нужен. Большое спасибо. А вообще нужно иногда так остановиться, вздохнуть, потому что мы все время в движении, и кажется, что позади мы оставляем какие-то мелочи. А на самом деле только так вздохнув и еще раз на себя посмотрев со стороны, Я еще не сказала, что коллеги из Иркутской областной библиотеки предоставляли нам счетчики посещений своего указателя в электронном виде. Хорошая посещаемость.
данного ресурса в электронном виде. То есть ресурс востребован. Какие-то области мне говорили, да, вы пока думаете вопросы, какие-то области мне говорили, что сложно обычно этими указателями пользовались только мы, специалисты, а в каких-то областях говорят, нет, к нам обращались специалисты именно за этими указателями. Так что давайте думать, хотя бы сохранять. Спасибо библиотекам, тем, которые его выпускают. Тут тоже можно обсуждать. Спасибо. Спасибо, Екатерина Игоревна, за такой обширный доклад. Очень интересно. В свою очередь хочу добавить, что универсальные библиографические издания, они еще продолжаются. Будем их издавать. К юбилею республики в 2020 году у нас выйдет библиографический указатель Чувашской республики на основе базы данных, конечно. И также нами оцифрована основная часть библиографических указателей, которые были созданы, примерно с 50-х годов. Но за ранние издания мы еще не взялись. Они представлены в электронном виде и выделена отдельная коллекция. Но это касается даже, вообще, коллеги, это касается не только текущих указателей. Я гуляла по электронным библиотекам, выделены разделы и издания библиотеки, также выделены разделы и библиографические издания. И вот в библиографических изданиях тоже все настолько вот как-то размыто. Надо, наверное, сесть, правильно сказала Маргарита Петросовна, сесть, подумать и выложить все по полочкам. Да, систематизировать. То есть это не призыв выкладывать только текущие, сохранять. Вообще посмотреть, обернуться назад на свою библиографию. Доброе утро, коллеги. Камчатская краевая библиотека. Ага. Вы знаете, можно, да, я возьму? По поводу закрытия этих указателей, нам тоже хотели закрыть выпуск этого указателя, но мы отстояли его выпуск. Мы объяснили это тем, что так как мы удаленный регион, у нас не везде есть интернет. Может быть, в других регионах он везде есть интернет, но у нас не во всех регионах, не во всех районах есть интернет. Это касается Корякского автономного округа. Это, считается вообще удаленный у нас округ. И мы объяснили это тем, что мы работаем не только на город, у нас библиотека расположена в Петропавловске-Камчатском, но и на село, на удаленные села. Мы рассылаем этот указатель по районам, также Корякский автономный округ, следим за этим, и продолжаем его выпускать. Что касается местной печати, местная печать Камчатки тоже мы издали, у нас указатели представлены на выставке, собрали уже литературу за 100 лет, за более чем 100 лет. Это ретроспекция, да? Да. Это тема следующих выступлений. Да. И что касается области в центральной печати, тоже у нас на сайте представлена база данных Камчатка в центральной прессе. Тут можете тоже посмотреть, познакомиться с ней. Эти указатели, литература о Камчатском крае, тоже выставлена на сайте, но мы за 5 лет, правда, выставили. Я сейчас посмотрела ваше сообщение, будем работать над тем, чтобы все указатели оцифровать и выставить. Уважаемые коллеги, я не могла перечислить всех, кто в том или ином формате. Я просто наметила тенденции и выбрала именно хорошие примеры, потому что всегда спрашивают, вы выявили то-то, то-то, а как надо? В данном случае я ставила цель хотя бы найти такого как зерно положительного. Спасибо. Да, спасибо. Еще хотелось бы уточнить, Пригара Наталья Александровна, Сахалинская областная универсальная научная библиотека тоже выпускают указатель. Может быть, какие-то есть сложности, но коллеги не прекращают его издавать. Екатерина Игоревна, огромная вам благодарность. Вы знаете, мы в погоне за новыми технологиями информационными, конечно, забываем о самом важном направлении нашего краеведческого библиографического труда и направления. Знаете, есть еще такой фактор. Это человеческая личность. Библиограф, краевед – это штучный специалист. И у нас конечно, вся сложность и трагедия состояла в том, что все годы
Этот указатель делал один человек, Тамара Ивановна Горбунова. Да, Она её очень не известный стало. человек. И только трагическая смерть практически на работе. Ни одного праздника, ни одного выходного. Все время на работе. И в День Победы вот погибает человек, понимаете? Просто вот несется на бешеной скорости автомобилист и все. И ничего не доказали. Второй, который подхватил эстафету, руководитель отдела, который очень много тоже делал, Ирина Ивановна Тамась. Это тоже прекрасный специалист была. Тоже трагически уходит из жизни. Ну, сейчас весь мир знает одну болезнь. Я пришла в день, не в день, а в год основания отдела. Ну, понимаете, что это адаптация. Потом я готовила библиотечные кадры осваивала. И я, историк, вынуждена была освоить профессию библиографа. Но затем, помните, всеобщая компьютеризация, электронный каталог, увлечение электронным каталогом, кажется, вот оно. А зачем нам делать, зачем нам печатать, когда есть электронный каталог? Клик, и мы можем все вытащить. А нет, конечно. Я работаю много с учеными, исследователями, и понимаю, причем университет наш неоднократно просил электронные копии. Но тоже же бывают такие, знаете, ну не то, что жалко поделиться, а кажется, вот наш авторский труд, вот мы его схватились за него, знаете, и как-то и поделиться. Мы сейчас уже отошли от этого, мы уже все выкладываем и стараемся, и стремимся, но для этого все-таки нужны человеческие ресурсы. И вот сегодняшний, конечно, ваш такой хороший аналитический доклад, я думаю, что мои коллеги там тоже смотрят, хотя у нас на 1 час раньше, увидели Калининградскую область, правда, там все-таки мы, если не ошибаюсь, последний указатель сделали в 93-м году, и вы, ну это, наверное, просто нечаянная такая ошибка, да. Вот. Что касается Балтийского альманаха, вот с удовольствием бы работали, но это не наш орган. Это орган Калининградского областного клуба краеведов. А сейчас я состою в экспертном совете. Я как эксперт, а этот Балтийский альманах из года в год по гранту выпускается издательская программа правительства Калининградской области. Я не имею права публиковаться. Понимаете? И это вот строго-настрого. Меня нет в редакторах, ну вот последнее было, и тоже с трагической участью у нас ушел президент нашего Калининградского областного клуба, и это его была просьба. Все, вот понимаете, вот человеческий фактор. Но я уверена и убеждена, конечно, что мы, вот оцифровка, вот мне понравилось, первое, диск. Вы знаете, вот мы что-то как-то до нас не доходило этого. А ведь это тоже очень хороший такой вариант, когда можно эту работу продвигать. Второе, оцифровка. Да, это вот, пожалуйста, план на 2020 год. Светлана Масадьевна, я перебью вас. Диск Да. это не выход, это просто одно из это средств продвижения. это маленький ходик. Это маленький, Я и сказала, это что маленький это ход, средство. потому что Совершенно диски недолговечны. И у нас Понятно. будет заседание по Да, сохранности. да, То есть я не продвигаю диски, я говорю, как констатирую маленький шаг. факт, что коллеги еще Совершенно. делают и диск. Правильно, правильно. Потому что это в безвыходной ситуации, когда вот одна из ваших позиций – недостаточность финансирования. Мы все испытываем все это. Это же не Сахалин. Вот когда приходит к нам Валентина Абрамовна, приезжает к нам каждый год, значит, она посещает нашу библиотеку и рассказывает с таким эмоциональным подъемом, конечно, это здорово. Я как землячка, сахалинка, конечно, радуюсь. Вот. Но вот это правильно, оцифровка. И я знаю, что я на 2020 год поставлю эту задачу, и, конечно, это будет... Нам, слава Богу, всего 46-го года, нам немного, мы еще молодые, поэтому в отсутствие больших старинных губернских библиотек, конечно. Спасибо большое, Екатерина Игоревна. Да, и Надежда Михайловна, вам отправили письмо, там как раз тоже касается 15 вопросов сотрудника нашего отдела. Потом переговорим, да? Уважаемые коллеги, вот, по-моему, в первый день одна из коллег такую фразу сказала, что у нас тоска по ностальгии. Вот у меня
я очень ностальгирую по тем самым зеленым книжечкам, обзорам. Вот Екатерина Игоревна сказала о том, что вы тоже их трансформируете, базу данных. А между тем... Это тоже наша боль, коллеги. Боль, да. Александра Николаевна Маслова делала прекрасные текстовые обзоры, из которых мы могли получить выговор, у нас вырастали крылья. Далее, то есть она там по всем видам проходила, в том числе по утоклам. Мы там же уже видели, что эти коллеги делают, вот эти сделают, там сахалинцы упорно. Вам еще раз повторю, у сахалинцев губернатор отдельной строкой, специальным распоряжением 2 вида, календарь и новая литература, это ежегодная финансовая опора. То есть вообще у них не было, то есть только, пожалуйста, делайте, товарищи, мы вам дадим деньги. Следующие эти обзоры, в чем у меня еще тоска по ним, ну, мало того, что прекрасные текстовые части, затем мы могли видеть, в общем-то, репертуар, что делают, какие темы, да, и Александра Николаевна обязательно, если были очень хорошие, ну, какие-то такие указатели с крутыми задумками, как они сделаны, мы тоже могли увидеть вот это, как, в общем-то, те методические решения, которые были приняты. Более того, в последние годы в этих обзорах появились электронные, потому что мы там только-только все это еще прощупывали, но мы уже видели, кто что делает, как это называется и вообще. То есть полезные были и вообще. Я их просто обожала, ждала, писала вам, пришлите. И сейчас, если это будет база, мы увидим и репертуар, да, увидим перечни, но текстовые Да, коллеги, уйдут. вы получите в ближайшее время письмо от нас с информацией, с тестовым доступом в базу, только вам пока будет доступно, с тем, чтобы вы посмотрели и нас дополнили своим. И вопросов, коллеги, будет к вам много. Готовьтесь. Вот я еще о чем хотела сказать. Ну, вот общаясь с коллегами, мне говорят, у нас 14 человек в отделе, у нас там 8, а у нас 3, а то было 2. Поэтому для меня всегда было важным так сказать, сформатировать рабочее время, чтобы, ну, вот мы как бы все успели. Вот что вообще мы должны делать, вот эти 2 или 3 человека. Поэтому постоянная работа с программистами, с тем, чтобы приспособить поля всех тех программ, с которых нас все что-то переконвертировали в другие. И вот мы это всегда, вот вроде как мы вот купили Ирбис, но мы опять же шагнули туда куда-то, что-то пропало, что-то не так, чего-то мы не можем там. И если раньше мы приспосабливали поля, мы делали индексирование, у нас тоже была трансформация утукла нашего, мы переехали в социально-экономическое развитие Приморского края, потому что мы считали, что мы должны освещать, как прошла жизнь в крае, да, в нашем окне, в АТР. Но там не было ни литературы, ни истории, ну, то есть вот только вот чисто экономика. Но, тем не менее, мы почти 20 лет вот так вот трансформировались, и мы это все делали. Только лишь индексируя при записи 1 раз, а потом тираж и все. То есть мы вот от того, что у нас было мало, мы всегда вот старались с программистами что-то такое придумать. Точно так же календарь мы автоматизировали. Но сегодня мы уже перестали все это делать, потому что мы сейчас уже в новой программе, опять нужно приспосабливаться. Вот это всегда как-то нас куда-то отбрасывало, и я очень, конечно, жалею. Но, тем не менее, у нас есть печатный двор, мы отслеживаем местную. Екатерина Игоревна мужественно из нас выцарапала все эти выпуски. Вот. И у нас был замечательный журнал, он был один в России, ведущие книговеды страны его нам, в общем-то, говорили добрые слова, это «Печатный двор Дальний Восток», где издательская жизнь, и там были тоже списки. То есть мы старались всяческими путями в альманахе или в журнале все это, в общем-то, делать. Поэтому я очень бы хотела, чтобы вот такие вот подобные обзоры, в которых мы очень нуждаемся, вот. Пусть будет база данных, мы туда будем заглядывать, но вот в текстовом плане радуйте нас, хорошо? Спасибо. Большая-большая просьба. Спасибо большое за то, что вы готовите свои работы. Да, сейчас. Я только хочу сказать, знаете, как в песне, нас оставалось только 3 из 18 ребят. Нас сейчас 3,5 человека, да? Ну вот я мечтаю, что вот этот вот кадр сможет скоро, да, Екатерина Игоревна, замечательно работать за 2. И что она... За каких 2? За 3. Коллеги, очень быстро уже сейчас реплики, потому что мы вылетаем из всех графиков. Спасибо большое. Тамбов, областная библиотека, Людмила Николаевна Патрина. Вы знаете, очень злободневная тема. Но вот я сравниваю хронологию с 90-е годы. Вот в основном в Тамбовской библиотеке в 90-е годы перестали заниматься созданием таких указателей. Прошло 30 лет.
Почему сейчас? Почему не раньше? Мы бы занимались этим. Конечно, регионы, они настроены на то, что нам порекомендуют наши федеральные библиотеки, федеральные центры. Вот сейчас это очень сложная работа. Хорошо, что вы подняли эту тему. Тема очень актуальна. И люди здесь, конечно, уходят, те, которые занимались. У нас Людмила Петровна Перегудова. Она всю жизнь занималась этой темой. И она, вы знаете, человек ушел. Да. Мы создали сайт этому человеку, разместили там эти указатели, которые она с такой любовью делала. Вот. И опять же финансирование. Все, конечно, упиралось в финансирование. И Валентина Абрамовна тоже приезжает к нам в Тамбов, кстати, как и в Калининград, ежегодно. Мы очень рады ее видеть всегда и рады за сахалинцев. Я вот задавал вопрос по финансированию. Нам не выделяют денег даже на тамбовские даты. Не выделяют. Мы их издаем подпольным путем. Изыскиваем все возможные ресурсы, чуть ли не собственные средства. Спасибо, есть гранты. Спасибо вам большое. Работать будем. Направление очень важное, нужно. Жаль, что, конечно, очень много времени утеряно. Спасибо большое. Давайте просто подумаем. Это рабочий семинар. Что с этим делать? Будем дальше обсуждать. Я еще нахально буду использовать свое положение, да, в корыстных целях. Я чуть-чуть дополню. Мы вылетели из графика, но я считаю, что тема настолько важная, что где-нибудь на чем-нибудь наверстаем. Одно рабочее... Практически сейчас буду цитировать Катю. Много чего она не сказала из того, что надумала. И есть такая проблема, она чисто практическая, обратите внимание. Встал вопрос о том, что делать с изданиями электронными, которые в бумажном виде не существуют. Мы не будем считать один экземпляр распечатать. Да? Вот как их сохранить? Архангельск после Катиного замечания подумал, и они сказали, так мы очень просто, мы запишем на диск, тогда это будет явное издание, и тогда наш отдел обработки это обработает, и тогда мы это по-честному поставим. Да? Нам кажется, что есть более прямой путь. У нас есть электронный краеведческий архив? Есть. Значит, мы копируем эти электронные издания, которые живут на сайте туда, да, и ставим в каталог на этом основании. То есть ни в коем случае не забудьте, не потеряйте вот при этой работе те издания электронные, которые жили и живут только на сайте. Есть два пути их туда на законном основании поставить, пока они не улетели. Да? Второе. Мы будем совершенно четко, я не советуюсь с коллегами, говорю сразу, я думаю, что нечего и советоваться, мы будем поощрять в ближайшие годы любые работы по истории краеведческой библиографии в регионах. Вот то, что, посмотрите, в этом сборнике сделала Маслакова, наша замечательная коллега из Алтайской краевой, любой доклад на эту тему, при том, что мы занимаемся актуальной проблематикой, может быть на нашем сайте прозвучать и точно пойдет в сборник, если он хорошо сделан. Дальше. Я вижу, знаете, у меня мысль пошла, у вас она пойдет дальше и лучше, я вижу роскошные возможности для продвижения старых утуклов, прошу прощения. Это путь в прошлое, да? То есть, когда ты открываешь, вот, и Катя не даст соврать, и я тоже с ней вместе смотрела, когда открываешь указатель 50-х годов, ничто так не погружает, даже газеты так не погружают в прошлое, как эти указатели. Что читали, о чем писали, и раскрутить красиво, интересно, лучше всего это умеет Туркутяне, но вы, наверное, тоже сможете, да? Через это раскрутить, сделать фишку такую, а ну-ка зайди в 50-е годы, посмотри, чем дышали. Ничем другим это не возьмется так, как такими указателями. Есть возможность не просто их реанимировать, не просто скучно положить, а раскрутить и через это сделать вообще интересные и полезные вещи. Ну вот, пожалуй, все. И я думаю, что мы, как всегда у нас на семинарах, если вам какая-то полезная мысль по этому докладу, по этой теме придет позже, всегда можно, да, явление шире закона, шире, значит, всегда можно будет и попозже на эту тему высказаться. Идем. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Значит, была такая идея, и мы ее осуществим. Выдать по результатам этого анализа сухой остаток в режиме рекомендаций. Значит, делаем так. Да? Годится? Годится. Мы Катю попросим это сделать. Пожалуйста, Ирина Владимировна Мишина, заведующая отделом краеведческой библиографии Владимирской областной универсальной научной библиотеки. Краеведческая библиография на современном этапе из опыта работы Владимирской областной универсальной научной библиотеки. Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую вас еще раз от имени Владимирской областной научной библиотеки. И фактически мое сообщение, даже не доклад, а именно сообщение, а больше даже, наверное, размышление,
будет фактическим продолжением доклада Екатерины Игоревны Трубиной, который только что прозвучал, потому что все те болевые, проблематичные точки, констатационные как факты, они тоже прозвучат в моем докладе, но на примере Владимирской областной научной библиотеки. И правильно здесь прозвучало, вот только что Надежда Михайловна сказала о том, что как раскручивать эти указатели. Собственно, мое сообщение, мои размышления будут тоже начаты именно с этой темы. Ну, давайте начнем. Читать слайды не буду, здесь все написано и понятно. Мы тоже, как и вся страна, выпускали их достаточно долго, с 1975 года и мы в 2010 году это закончили делать. Так вот они выглядели сначала достаточно примитивненько, ну, с условием развития тех, так сказать, печатных средств и издательских возможностей того времени, представлены рубрики. Вот то, о чем говорила Надежда Михайловна. Ведь помимо того, что дается перечень того, что писалось, кто писал, о чем писал, совершенно замечательные были даны в конце указателя в наших предыдущих предшественниках, приведены списки газет, районах, которые выпускались на территории Владимирской области. Это тоже, знаете, замечательный такой массив, чего было и как было. Я когда-то делала доклад о периодике, об изданиях периода гражданской войны, НЭПа на территории Владимирской области. И вот тут мне пригодился указатель выпущенной, так сказать, печатной продукции 1927 года издания, ну, нашим местным краеведом. И вот там тоже в каждой рубрике газета такая, журнал такой, то есть давалось прекрасное представление о том, что чего издавалось. И благодаря этому можно поднять тему, ну, той же периодики, которая у нас во многом и не сохранилась в библиотеке, а были вот такие вот листки, там рабочие и так далее. Вот и наши указатели тоже могут, ну, то есть тема такая определенное приложение. Так он выглядел чуть позже, чуть симпатичней. И вот уже указатель 2000-х годов, и сразу те же самые газеты. Одних прилагательных «Владимирская» в различной трансформации вон сколько. То есть годы изменились, были столько. От этих, кстати, газет нынче осталось в живых 2 газеты. Вот 2 газеты. Одни либо прекратили свое существование, либо одна 100-летняя газета «Призыв» перешла в электронный формат. А вон их сколько было в начале 2000-х годов. Ну, тоже такая интересная тема. Иными словами, да, в печатном варианте это все прекратилось. Началась, как уже говорила Екатерина Игоревна, отчасти затронув мою тему, мы перешли в электронный формат. Вот я, ну, просто условно, как выглядит мы также придерживаемся квартального принципа формирования массива новой краеведческой литературы, выставляем это на сайт. По сути, если говорить вот простым, доступным языком, это аннотированные списки того, что мы получаем. И правильно мы давали статистику. Если в предыдущих указателях, на квартальниках, прошу прощения, у нас было более 1000, так сказать, пронумерованных записей, то здесь мы выкладываем где-то, ну, плюс-минус 300. Почему? Потому что здесь отражаются только книги, ну, сборники, книги, здесь сюда не включаются газетные публикации. Вот, поэтому, соответственно, уменьшается число источников. Это потеря с точки зрения аккумулированного такого входа в краеведческую литературу, что было издано. А где же, собственно, газеты? Ну хорошо, книги мы отражаем, все тут рассылаем списки. Они полные, действительно полные с точки зрения поступления литературы. Вот. А где же у нас статьи-то можно посмотреть? Ну, вот приходят у нас тоже и научные сотрудники, и все, да и сами мы. Вот давайте мы даже, вот как работники, где я могу посмотреть? Ну, пошли в наш электронный каталог. Мы работаем в системе APAC Global. Есть такие, я просто, поскольку мы, так сказать, все разговариваем на одном языке, поэтому, коллеги, я тут не буду в детали полей и так далее. Ну, по году публикации задаем хронометраж. Например, 2017 год. Вы обратите внимание, где я ищу свою периодику. Я ее ищу в базе данных периодика с ограничением по форме содержания краеведения. Да, об этом могу, наверное, догадаться только я. Я к чему это говорю?
что у нас есть еще и база данных краеведческий каталог. Я ее потом покажу, но вот просто говоря о периодике, сейчас конкретно выбрала эту базу. Вот мы в этой базе. Вот я задала, кликнула «Искать». Все прекрасно. У меня 14 тысяч записей вышло за 2017 год. Хочу сказать, что корпоративная программа у нас библиотеки области входят в корпорацию БИС, и, соответственно, практически каждый район, ну, за исключением некоторых, расписывает сам свою периодику. Ну, практически все названия, которые там выходят, их не так много. Вот, поэтому вот это суммарное количество 14 тысяч записей, сказать, что это чистый лист, я не могу сказать. Вот если я все это выгружу в Word, отметив, так сказать, там по значкам и все прочее, вот эти 14 тысяч окажутся наполовину с мухами. То есть я еще должна буду провести определенную редакторскую работу, чтобы вычистить вот этот вот выборку, которую мне сделал АПАК. Поехали дальше. Допустим, по хронологии это отчасти, так сказать, работает. Давайте посмотрим, как он ищет по рубрикам. Ну, например, задала я историю, вот там в верхнем поле, да? Хопс, у меня уже 546 записей, так или иначе отражающих эту рубрику. Ну, вроде как-то это где-то бьется с реальностью. Опять же, при выгрузке в Word я буду все это редактировать. Значит, ой, чего это он? Сейчас, коллеги. Ага. По географической рубрике я сразу пошла в то, что он отобрал. Географическое, 617-е наше любимое поле. Ищет? Ищет. Причем еще и с привязкой к электронному документу. Вот этот значок «Документ» – это активная гиперссылка, которая нас уводит на страницу районной газеты, где размещена та или иная статья. Вот такой значок у нас появился, ну не ошибусь, 2 года назад. То есть мы стали делать такую привязку. Дальше. А теперь мы с вами пойдем в краеведческий каталог, где отражается и периодика, и, так сказать, издательская книги, где отражаются книги. То есть все. Задав хронометраж 2017 год, я опять получаю цифру даже большую, чем получила в периодике, ну, естественно, потому что здесь отражаются еще и книги. То есть, в принципе, если сделать выгрузку этих 15 тысяч записей, с ними можно работать, и из них можно сформировать квартальник. Технологические возможности это позволяют. Это то, что касается нас, сотрудников библиотеки. Мы можем сидеть, копаться, значит, экспериментировать с рубриками и так далее. А что же видит читатель, который заходит на наш сайт? Давайте посмотрим. Вот это главная страница, где он будет искать. Значит, вот он ищет электронные ресурсы, единая строка поиска. Ну, давайте зададим. Вязники. Достаточно наш районный город. Нажали, сваливаемся сюда. Здесь уже появляется несколько баз данных. Вот вверху вы видите электронный каталог, периодика и так далее. В чем, так сказать, особенность? В электронном каталоге отражаются только книги. Соответственно, тот, кто ищет вязники, должен будет зайти в 2 базы. В электронном каталоге поискать книжки, а в периодике поискать статьи. Об этом он должен догадаться. Я к чему это все говорю? Не к тому, что я занимаюсь самобичеванием или еще чем-то. Нет, коллеги, я еще раз говорю, что я размышляю вместе с вами и говорю о том, что вечные вопросы, кто виноват и что делать, отвечают сами на себя. Что делать? Делать. Дорабатывать программное обеспечение, дорабатывать концепцию размещения в одном месте. То есть это все перспективы нашей работы. Я же не говорю, у нас есть достижения? Есть достижения. Конечно, есть достижения, мы ничего и не говорим. Хорошо, хорошо. Есть недостатки, есть, вернее, как бы пути к совершенствованию и проблем. Конечно, есть. Их надо решать, надо решать. Мы живые люди, это живой процесс, это живая жизнь. Никто готовых форм не дал. Поэтому, собственно, я почему так подробно вот все рассказываю? Ну, просто что, наверное, мы во многом с вами совпадаем со многими. Ну, к сожалению или к счастью, или уж не знаю тут какой вариант. И я просто размышляю о том, пути работы, вот просто
просто не то, что вот, так сказать, нет, есть масса всего хорошего и здоровского на самом деле. Но есть в то же время и проблемы, которые требуют своего решения, наладки, доработки программного обеспечения, тесной связи с автоматизаторами, возможно, вот говорили о том, что ушли от печатных изданий. Мы тоже, знаете, ну, выражаясь вульгарным языком, колбасились не по-детски. Отказались от КЗД, как я это называю, календарь знаменательных дат, от печатной формы в 2011 году, а в 2016 к нему вернулись, настояли на том, что нужно его вернуть в печатном виде. Понимаете, ну это, как вам сказать, ну это жизнь, наверное, новое время, оно вот так вот сразу готово-то ничего не дает. Ну какая-то, ну, через тернии к звездам, ну, к сожалению, ну, вот, наверное, к сожалению, было бы, вот. Поэтому, возможно, и здесь возврат и к печатным изданиям, и либо вот каким-то созданием коллекции, созданием какой-то, понимаете, всегда говорю, что надо все делать, извиняюсь, для не очень осведомленного человека, не сказать еще хуже, вот, чтобы он зашел на сайт, ну, как я, мне надо тоже, чтобы все понятно, чтобы было четко и понятно, туда, Вася, вот если хочешь, чтобы тебе это было, то же самое и здесь. И на сайте надо что-то создавать. Совершенно верно, Екатерина Игоревна, и вы все говорите о том, что должно быть. Поэтому это просто вот мое действительно размышление о том, как жить, что делать и куда двигаться. Поэтому вот так это будет выглядеть здесь. И, соответственно, еще раз оговорюсь, значит, книги мы ищем там, а статьи ищем сям. На сегодняшний день реалия такова. Теперь немножко перейду от, что называется, текущей, от утуков, перейду вот к тем ну, издательским, скажем, таким вещам, другого тематического плана, вот такой библиографии. Здесь все написано. Мы так же, как и другие библиотеки, ориентируемся и на юбилейные даты, и на персоны. И вот не так давно был издан вот такой сводный указатель о нашей издательской деятельности за определенный период времени, где нашли отражение все, что было издано, так сказать, нашей библиотекой за этот период. То есть мы тоже все это делаем. Помимо этого, издательская деятельность наша выражается, как я уже сказала, мы возобновили календарь знаменательных дат. Он выходит сейчас немножко в такой более красивой и обложке, и посвящен, так сказать, ну, то есть содержит и текстовые материалы, и так далее. Вот. Сделали, так сказать, научные уже такие издания, экслибрисы свой фонд исследуем, вот затухающие тексты рукописей издаем, но не просто репринтным изданием, а с комментариями и так далее, и так далее. То есть этот отдел наш тоже делает, и вот задумали такую серию «Вспоминая былое». Возвращаясь к библиографии, говорю о том, что вся библиотека, как вы знаете, областная библиотека, все отделы, да, несут в себе краеведческий контент деятельности. Вот это я показываю тематические указатели наших коллег из других отделов, и у вас, я думаю, то же самое происходит. Дальше. То, что касается, вернемся все-таки к электронике и где что можно поискать и у нас находится. Вот говоря, так сказать, о том, что не все так плохо, как кажется, но есть куда развиваться. Значит, земля Владимирская, о котором Екатерина Игоревна упоминала, ресурс действительно очень здоровский. Здесь фактически это электронная библиотека нашего края. Все районы на карте, которые напоминают, кому медвежонка, кому собачку, значит, все они достаточно активные. И помимо того, что можно кликать на районы, смотреть, что оцифровано по этому району, есть еще и масса вот таких вот закладок на верхней панельке вида изданий. Я вот как бы сейчас это все привела. И если мы свалимся и в газеты, в книги, в биографии, в статьи, там, соответственно, будет некий архив электронных документов, которые можно читать, которым можно пользоваться. То же самое по периодике, по нашим проектам. Ну, и вот один из них – это день в истории Владимирского края. Это не календарь знаменательных дат как таковой, это скорее хронограф, где каждый день отражает ту или иную дату, и когда у кого-то или у чего-то организации юбилей, это высвечивается, ну, определенным светом. Вот так это у нас сейчас выглядит. Заполнен почти каждый день каждого месяца, текстовая справка. И в конце текстовой справки, просто немножко я тут принтскрином не доделала, что называется, внизу, дается вот возможности АПАКа, позволяет чего тоже сделать. Мы даем активную гиперссылку либо произведений юбиляра,
и литература о нем. И кликая на него, вы попадаете в наш АПАК, где уже поисковик для вас отобрал все, что касается этой персоны, и не нужно, так сказать, дополнительно бегать по... Ну, это тоже своеобразный такой, ну, не аналог, ну, почти аналог тематического указателя, если бы мы задумали какому-то юбиляру сделать библиографический указатель. Так, коллеги, время заканчивается абсолютно. Вот это мои, так сказать, ну, такие краткие выжимки, может быть, краткие такие пунктики к размышлению для вас, для всех и для себя, конечно, тоже. И первый вопрос, возможно, риторический, возможно, философский, уж не знаю. Вот второй вопрос был мной озвучен отчасти в 2018 году на секции РБА, которая была у нас на базе Владимирской библиотеки, проходила, многие, возможно, на ней были, я имею в виду и на РБА, и на нашей секции. Дело в том, что действительно эта тенденция тоже общая, очень многие СМИ уходят, бывшие печатные, вот газетные, уходят в электронный формат. Да что с ними делать-то, в общем-то, понятно. Мы-то как библиографы их распишем. Вот так случилось, например, с нашей газетой «Призыв», которая ровно в 2017 году отметила столетие и в этом же году перестала существовать в печатном виде. Ушла в электронный формат. А там очень много краеведческого контента, там они привлекают к работе краеведов, и там, ну, хорошие были статьи, мы их постоянно расписывали. Расписать-то мы их распишем. А вот дать, например, активную ссылку на их интернет-сайт, на их, так сказать, архив электронный, мы дадим. А где гарантия, что через год этого архив... То есть вот в чем вопрос. Задумались. Поехала я в редакцию газеты, говорю, вы нам дадите свои там PDF-ники, вот это самое. Ну, вроде дадим, как бы проблем нет, давайте договор заключим. Ну, приехала в библиотеку, обсуждали этот вопрос, и здесь возникла чисто технологическая проблема. А этот архив, какая емкость должна быть у наших серверов, чтобы хранить вечно вот этот вот архив, который, ну, мы же не знаем, сколько он просуществует в цифровой среде, а может, он еще 100 лет просуществует, эта газета, а может, 1 год, мы не знаем. Но вот, в принципе, на этот второй вопрос, как бы для себя мы уже ответ нашли. Это можно, в принципе, делать на договорной основе. Газеты, ну, не так уж прям запирают двери и совершенно ничего не дают. Дают, сами в этом заинтересованы, чтобы их большее количество пользователей смотрели. На вопрос чисто технологического порядка хранения электронных версий газет уже на серверах библиотеки, либо где-то там на каких-то выделенных каналах, но это не всегда бесплатно и не всегда есть средства на содержание, как говорится. Ну и вот то, о чем я говорила, о том, что выступление мое – это размышление, что, естественно, нам надо будет совершенствоваться, естественно, масса тут возможностей, путей все это собирать, аккумулировать, цифровать и делать более удобным для пользователя, для читателя, но и для себя тоже, потому что мы приходим и уходим, кто-то придет, вот правильно сказали, во след нам, и чтобы им тоже было все четко и понятно. Вот на этой полке А, на этой полке Б. То есть вот такое мое выступление. Коллеги, буду рада ответить на вопросы. Еще раз говорю, что это скорее выступление размышления. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Ну, с точки зрения там серверного хранения или какого еще, я думаю, что на стандартный там жесткий диск сейчас войдет все, что издает Владимирская область лет за 10. Ну, а может за 20. То есть в этом смысле нет проблемы. А проблема, мне кажется, вот интересная такая. Газета ушла в электронные облака, а те читатели, которые привыкли читать ее на бумажке, они ее лишились. А может быть, выпускать, вот, условно говоря, дайджест краеведческих статей, оттуда извлекать их и делать, ну, небольшим тиражом просто для... Очень хорошая мысль, кстати, просто вот и не додумали до этого. Спасибо большое, очень хорошая мысль.
Почему бы нет? Да. Только с каждым, наверное, автором придется. Ну, если дайджесты, небольшие выдержки, там же ведь интерес краеведческих-то в полном теле. Ну, да. И тут придется... Нет, ну, а эта проблема тоже решаемая. Мы знаем авторов, которые категорически, например, вот у нас не дают, просто вот это вот упорство какое-то совершенно непонятно, но они категорически не дают свое «да-да» на то, чтобы даже вот материалы краеведческой конференции разместить. Ну, их мало, но они есть, поэтому и мы знаем этих авторов. И, как правило, именно они и публикуются в этих газетах. Но это, опять же, эта проблема такая локальная, я думаю, она решаемая. Но, в принципе, да, это вот авторское право, да. А мы с этим столкнемся. Но, опять же, это как бы надо попробовать, да? Ну, просящему иногда дается. Спасибо большое. Абсолютно все, что вы говорили, ну, не знаю, каждый к себе может применить. Спасибо, коллеги. Без И вопросов. спасибо Екатерине Спасибо. Игоревне, потому что действительно, если Пушкин наше все во всем, то для нас библиография это тоже наше все, потому что любой виртуальный проект, любая БД и чего-то вырастет, когда есть из чего расти. Библиография. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Итак, следующий доклад. Анна Малдеевна Ковалева, заместитель директора по библиотечной информационной работе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки, краеведческие базы данных в интернете, мифы и реальность. Ну, как-то так удачно сложилось. Предыдущие два докладчика и мой доклад можно скорее назвать «и тоже». Вот. Ну, начну тогда. В 2008 году, кто был у нас на краеведческой конференции как раз, у меня уже был такой доклад, анализ краеведческих баз данных в сети интернет. И тоже были выработаны определенные критерии оценки этих баз данных. Ну, среди критериев были доступность баз данных в сети интернет и возможности их поиска через поисковые системы, наличие текстовой информации о КБД, да, можно я уже в сокращение перейду, внутренняя организация электронных КБД, возможности поиска информации по автору, по заглавию, авторитетным файлам, предметным рубрикам и так далее. Дружественность интерфейса, то есть руководство по поиску, простота в работе и так далее. На сегодняшний день, в принципе, все эти критерии также актуальны, но посмотрим, что с ними произошло за уже 11 лет. Да? И, наверное, больше мой доклад посвящен тому, что мы ожидали, когда вот проверяли по вот этим критериям, что с нашими базами, как они там выглядят, ожидая, что изменятся наши системы информационно-библиографические, что мы сможем что-то там привнести, изменить, нам пойдут навстречу разработчики и так далее, и так далее. Были определенные ожидания у всех практически. Ну вот, что мы ожидали? Миф первый. Библиографическая информация востребована пользователями сети интернет. Пойдем таким экспериментальным путем. Мне теперь уже как не такому активному библиографу, а скорее ближе к пользователю сети, да, это стало гораздо удобнее делать, чем в 2008 году, когда все-таки профессиональные навыки так были превыше, чем обычные, да, общечеловеческие. Поэтому вот такой эксперимент мне гораздо было проще проводить. Наш виртуальный пользователь. А что мы, собственно, о нем знаем? Ну, мы не знаем о нем ничего. Это не социальная сеть, это интернет, это наш сайт. Читатель на нем чаще всего не регистрируется, доступ свободен. И даже в социальной сети наш читатель нам ничего, собственно, о себе и не расскажет. Мы не знаем его фамилию, имя, отчество. Он даже нам иногда часто, так мягко скажем, нечестен в своем поле, месте проживания и так далее.
Мы не можем выяснить его интересы при его заходе и попадании в наши базы данных. Мы ничего не знаем о нем. Мы знаем, сколько раз они к нам зашли. Все, на этом все заканчивается. Как выяснить, что его интересует в сети интернет, что он ищет? Ну, давайте тогда воспользуемся услугами наших поисковых систем. Наберем несколько таких вот фраз поисковых, например, описание книги, список литературы, библиографическое описание, составить список литературы, и поисковые системы, проиндексировав запросы, выдает нам подсказки. Да, библиография по педагогике, сказки Пушкина, причем самый актуальный запрос оказался. Книги о Великой Отечественной войне, психологии, природе, любви, животных, описание книг, составить список литературы. Наш пользователь действительно все это ищет, формируя поисковые запросы. Реальность. Миф подтвержден. Действительно, библиографическая информация востребована в сети интернет. Миф второй. КБД, опубликованные в интернет, обеспечат доступность информации для пользователей через поисковые системы. Ну, самые распространенные, да, у нас Яндекс, Google, Firefox и другие. Сегодня практически все библиотеки разместили свои КБД в сети интернет, в отличие от того же 2008 года, когда этот процент был еще не настолько большой. Надежды библиотечных специалистов были связаны с тем, что такие запросы, как, ну, например, библиография по Алтайскому краю, список литературы по Чувашии, книги о донском казачестве, будут ввести пользователи непосредственно в наши краеведческие базы данных. И тут возникли первые разочарования. Во-первых, из самых распространенных в стране Абис открытым для поиска контент оказался только у Ирбиса. Абис OPAC Global закрыта для поисковых систем. Примеров индексирования библиографических записей в библиотечных системах Руслан и MarkSQL тоже обнаружить не удалось. Даже по таким специфическим, казалось бы, запросам я попыталась в этих базах найти описание книг конкретных и через поисковые системы их поискать. Ну, например, вот у нас томичи работают на Руслане. Такая книга, как «Дешевая столовая» города Томска, 1891 год. Не нашли поисковые системы. Рубцовск город у нас работает. Я просто брала те, которые точно знаю, на каких абисах работают. Рубцовск, у них MarkSQL. Рубцовский машиностроительный техникум за 60 лет. Страница истории. Не нашлась такая книга, ссылка именно на электронный каталог. Во-вторых, краеведческие источники из ГБД в рейтинге поисковых систем занимают далеко не первые строки. Опять же, пойдем по такому же пути. Возьмем конкретную книгу и попытаемся ее задать в поисковую систему. Ну, самое ближнее, что, конечно же, свое. «Алтай в трудах ученых и путешественников». Достаточно уникальное название, потому что еще задавались хронологии. Это название конкретного издания. На первых страницах, сформированных Яндексом и Гуглом, у нас выходят, конечно же, сайты торговых организаций, электронные библиотеки, полные тексты, отрывки и так далее, и так далее. Каталоги библиотек появляются в лучшем случае с 4-й страницы сформированного поиска, а то 7-й, 8-й и уходящие дальше, далее за 10-е страницы. Мы с вами, как очень продвинутые пользователи, да, сети интернет, понимаем, что никто не пойдет на 8-ю, 10-ю, 20-ю страницу поиска. Реальность. Ситуация мало изменилась относительно 2008 года. На первых страницах результатов поиска выходят сайты, как я уже сказала, книга торговых организаций, полные тексты, электронные библиотеки, рецензии на издания и так далее.
Публикация краеведческих баз данных в сети интернет лишь частично обеспечивает потребности пользователей в краеведческой информации при прямых запросах через поисковые системы. Миф третий. Чем полнее и качественнее создаются библиографические записи в КБД, тем они более доступны пользователям через поисковые системы. Под полнотой создания библиографических записей в данном случае мы понимаем максимальное использование возможностей библиографического описания ВАБИС. Автор, заглавие, предметные рубрики, авторитетные файлы, дескрипторы, аннотация, индексы классификации и так далее. Все эти элементы позволяют конкретизировать условия поискового запроса и отсечь информационный шум, возникающий при формировании списков литературы при запросе. Сложнее определить понятие качества библиографической записи. Что есть качество? Каков подход его определения? Если по формальным признакам качества это достаточно просто сделать, и нам это представит еще в своем докладе Евгений Александрович Негуляев, и мы поучаствовали в его эксперименте региональной библиотеки, то по субъективным качественным признакам, да, все достаточно сложно. И в России на сегодняшний день не существует критериев такой качественной оценки баз данных. Сейчас занимаются этим вопросом разработки таких критериев оценки ГПНТБ «Саран». Но вот они предлагают в качестве критериев оценки следующие позиции. Полнота накопленных описаний документов, отношение числа библиографических записей, имеющихся в базе данных, к общему числу единиц хранения в фонде. Сразу оговорю, что данный показатель для краеведческих именно баз данных довольно сложно будет высчитать. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, что краеведческие базы данных — это помимо нашего фонда соотношения, да, массива документов, это аналитика, которую очень сложно посчитать именно внутри изданий. И вот это соотношение записи и фонда в нашем случае, мне кажется, не сыграет. Идентичность данных, отношение числа библиографических записей, не содержащих дефекты и ошибки, к общему числу библиографических записей в базе данных. Но это тот самый формальный контроль, да, наши ошибки и опечатки. Актуальность данных, отношение устаревших данных о документах к общему числу накопленных и обрабатываемых данных. Ну, тоже очень сложно такой критерий для краеведческих баз данных, потому что мы понимаем, что в наших базах ничего не может устареть. Устойчивость индексирования документов, оперативность, степень соответствия динамики изменения описаний данных в процессе сбора и обработки, соответствие поискового образа документа методике индексирования, полнота идентифицирующих признаков, соответствие требованиям форматов предоставления данных, соответствие правилам библиографического описания, полнота отражения содержания документов в поисковом образе, глубина отражения содержания документов в поисковом образе. Ну вот, коллеги занялись этим вопросом, Новосибирск. Будем ждать результатов их исследования. Надеюсь, что-то из этого мы сможем применить. Но на сегодняшний день реальность такова, что подтвердить или опровергнуть данный миф не представляется возможным. Миф четвертый. Более дружественный интерфейс поможет пользователям лучше ориентироваться при поиске информации. Интерфейсы электронных баз данных, представленные в настоящий день на сайтах библиотек, достаточно стандартны. Да, есть какие-то вариации, но они скорее носят такой чисто эстетический или дизайнерский ход. Смысловой нагрузки особо не несет. У всех у них одинаковый набор поисковых полей. Предлагается поиск по словарям, автор, заглавие, заглавие источника, место издания, издательство, год публикации, серия, предмет, ББК и прочее, с возможностью усечения запроса. Ну, да, нам предлагают
стандартный поиск, профессиональный, расширенный. Ну, практически везде все одно и то же. Такой инструмент поиска, как справочники авторитетных файлов, отсутствует везде. Возможно, предполагается, что все электронные каталоги в базах данных уже ведутся со стопроцентным использованием авторитетных файлов. Но мы-то с вами знаем, что это далеко не так. Основным видом поиска остается поиск по ключевым словам, в том числе через поисковые системы. И в данном случае специалистам при создании краеведческих баз данных стоит учитывать, что в разных библиотечных системах могут по-разному формироваться поисковые словари. Например, в Ирбисе в словарь ключевых слов автоматически, вот я еще раз уточняю, что именно автоматически заносятся сведения из-под полей А, таких категорий, как заглавие, заглавие серии, параллельное заглавие, разночтение заглавий, перевод, ненормированные ключевые слова, персоналия имя лица, коллектив, родовое имя как предмет, имя и заглавие как предмет, заглавие как предмет и предметная рубрика и географические рубрики. Но еще раз уточняю, что это только подполе А. Остальные подполя в этих полях не попадают в ключевые слова. Все наши подзаголовки, да, то, что мы создаем, они уже не попадут в ключевые слова. Из остальных полей и подполей слова не попадают в словарь ключевых слов. А это сведения, относящиеся к заглавию, 200-е поле, да, примечания о содержании, дополнение к именам, кроме дат, тематические и географические подзаголовки в блоке 600-х полей и все то, что мы вносим в поле аннотация. В итоге реальность. Для пользователя, находящегося в удаленном режиме, работа с электронными каталогами и базами данных не вызывает затруднений, так как базовый поиск упрощен по образцу любых поисковых систем сети интернет. Он привык пользоваться ключевыми словами. Для него на данный момент этого достаточно, потому что он приходит, чтобы получить информацию здесь и сейчас по очень короткому запросу. Для более полного поиска он будет обращаться, и я думаю, что мы уже это заметили, что очень сильно увеличилось количество запросов на списки литературы по электронной почте, через справочные сервисы и так далее. Следующее наше ожидание. Открытость и увеличение обращений к краеведческим базам данных через поисковые системы приведет к увеличению количества посещений веб-сайтов библиотек. Используя открытые данные АИС «Статистическая отчетность отрасли», можно посмотреть число посещений веб-сайтов библиотек за последние 5 лет. Как мы видим, не настолько глобально, но это количество растет. Даже учтем, что у нас очень сильно сокращается сеть, да, и посмотрим статистику по региональным библиотекам, где сокращения практически нет. Остается количество библиотек на том же уровне. Да, количество посещений растет. То есть в данном случае можем констатировать, статистические данные говорят о том, что количество посещений сайта действительно увеличивается, что во многом способствует включению данного показателя в государственные и муниципальные задания библиотек, а также в национальный проект «Культура», по которому мы должны увеличить посещение наших сайтов в 5 раз. Но выявить количество обращений к КБД напрямую через поисковые системы не представляется возможным по техническим причинам. Установленные на сайтах счетчики учитывают количество обращений к электронному каталогу без определения, каким путем наш читатель на него попал – через поисковую систему или целенаправленно зайдя на сайт библиотеки. Миф 6. Доступность краеведческих баз данных в интернет увеличит количество физических посещений библиотеки за выбранными источниками информации и справочной информации. Возьмем все те же данные, показатели АИС «Статистика». Число посещений библиотек
для получения библиотечно-информационных услуг по муниципальным библиотекам и государственным библиотекам субъектов РФ за последние 3 года нам показывает вот такую картину. Ну, первый слайд – это все библиотеки, табличка. Вторая – это то, что происходит с центральными библиотеками. Это без учета посещений массовых мероприятий. Сразу отбрасываем. Это именно цифра тех людей, которые приходят к нам за книгами и за справками. Здесь картина, как видите, совсем другая. То есть количество физических посещений библиотеки для получения такой информации и документов, к сожалению, статистика не подтверждается. Пользователи предпочитают получать библиографическую и полнотекстовую информацию все-таки в удаленном режиме. Миф 7. Доступные в интернет краеведческие базы данных частично являются эквивалентами текущих краеведческих библиографических указателей. Но здесь, я думаю, как раз вот то самое и то же. Здесь называется «Слушай еще раз доклад Трубиной». Как-то так вот. Поэтому повторяться не буду. Полностью поддерживаю эту точку зрения, и по поводу реплики, что вы планируете или нет, не скажу, что мы планируем. Когда мы обсуждали все это с коллегами, мой доклад, и в частности вот этот пункт, мы не планируем, но мы задумались. Очень серьезно. Что могу сказать? Я тогда не буду теперь уже повторяться, совсем все это было сказано. Действительно, нет такой возможности у читателя и даже у профессионала, зайдя через интернет в наши веб-каталоги, да, возможности формировать какие-либо указатели. Такая возможность есть в локальных версиях, каким мы, собственно, и пользовались, когда формировали печатные указатели. В удаленной версии таких просто нет. Плюс к этому, когда формируем указатель, текущий указатель, у нас все-таки помимо формальных признаков есть субъективные. Да? Мы каждую статью просматриваем и понимаем, что мы дадим читателю, и он там найдет, а что, где он ничего не найдет, это будет пустая трата его сил и времени. То есть вот такой вот двойной контроль проходили наши записи. Плюс к этому структурирование. Обязательно во всех были указателях структура четко сформированная. И какие-то у нас появлялись рубрики временные в связи с какими-то определенными событиями, происходящими в стране или на территории. В удаленном режиме нет ничего из этого. Ну и тоже не буду уже повторяться. И тоже просто хочу сказать, что интернет — это глобальная территория наших заблуждений. Есть электронные каталоги в локальных версиях, есть электронные каталоги в сети интернет, и это абсолютно разные краеведческие каталоги. Спасибо. Пожалуйста. Да, я чувствую. А у меня вопрос по поводу первого мифа. Вы с какого компьютера набирали вот это вот Библию? Я не оговорилась, я все понимаю, что у поисковых систем срабатывает геолокация, срабатывает количество анализ запросов разных и так далее, и так далее. Конечно же, со своего рабочего компьютера. Ну, поэтому неудивительно, что он выдал такие результаты. Ну, если, понимаете, если я зайду с домашнего компьютера, у меня будут точно такие же результаты. Вот, ну, так я поэтому и говорю, что как бы физически чистого компьютера для такого эксперимента нам не найти. А потом вот вы говорили там дешевая столовая Томск, мне там, ну и, короче говоря, я попробовал. У меня что в Яндексе, что в Гугле в первых строках, просто в первой записи. В первых строках, да, но электронная библиотека, не электронный каталог. Ну, а меня как пользователя это устраивает? Мы сейчас просто речь идет именно о каталогах библиографических. Понятно. Разница.
тоже пробовала, причем пробовала из дома и с работы, не выходят каталоги, это совершенно однозначно наши, во всяком случае. И есть еще один момент. Очень часто, когда что-то ищет пользователь, я с этим уже столкнулась не один раз, есть еще одно «но». Мы совершенно по-разному с пользователями вбиваем запросы. Наши библиотечные запросы, простите, грамотные, настолько далеки от пользователей. Поэтому Вот я из и своего выбирала, да, печального опыта копирайтинга, когда мне присылают ключевые слова, которые надо вписать, я говорю, такого быть не может, это безграмотно, я не могу это вписать. Он говорит, надо, так запрос формируется. И это подтверждается системами. Мы не так формируем запросы. И по нашим представлениям, то, что мы вбиваем для поиска, пользователю среднестатистическому наш поиск вообще ни о чем, наши ключевые слова в том числе. поэтому и выбирала вот такие формулировки разные, то, что приходит читатель в библиотеку, и как он формулирует этот вопрос. Да, WordStat Яндекса очень хорошо показывает все это. Какие запросы и сколько раз в месяц, в год и так далее. Пожалуйста, кто-то еще? Всё? Спасибо большое. Итак, следующий доклад у нас. Так. Анастасия Евгеньевна Каримова. Реклама как объект библиографического описания. Если кто помнит, на прошлом семинаре у нас наши коллеги из Екатеринбурга дали задание от общества эту тему рассмотреть. Да, я забыла сказать, что Анастасия Евгеньевна библиотекарь отдела краеведческой литературы Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского. Добрый день, коллеги. При всех плюсах рекламы, при том, что мы можем в ней найти максимально подробную информацию по истории города, по биографии людей, которые в городе жили, для того, чтобы нам найти такой факт, который нас интересует, какой-то конкретный, нам приходится просматривать большой объем источников. Если повезет, на это уходит несколько часов, зачастую гораздо больше времени. И для того, чтобы упростить как-то процесс поиска информации, хотелось бы автоматизировать этот поиск. И мы попробовали создать базу данных рекламных объявлений, которые бы позволяли легко, быстро находить интересующую нас информацию. Так, а где переключатель слайдов? И я бы сегодня хотела поделиться немножко опытом того, какие поля мы как заполняли, что из этого получилось. Для начала скажу, что пока базу данных решили ограничить тем, что выходило в нашем городе, в Екатеринбурге, с момента появления печатной рекламы, там это конец XIX века, и до 1917 года. И первое же поле, которое нам надо заполнить, это поле заглавия и сведения об ответственности. Автора рекламы мы не знаем, поэтому сведения об ответственности мы не будем заполнять. Можно предположить, что автор рекламы и лицо, которое рекламируется, они совпадают, но уверенности в этом у нас нет. Не будем создавать какие-то ошибки, пропустим это поле. Заглавия у рекламы тоже как такового нет. Но мы не можем оставить библиографическую запись совсем без заглавия. Поэтому будем искать, формулировать его как-то. Решили попробовать формулировать его из того, что в рекламе написано. Во-первых, самый простой вариант – взять то, что выделено жирным шрифтом. В данном случае жирным шрифтом у нас выделено товарищество Сызранского асфальтового завода. Не совсем понятно, о чем идет речь, что это товарищество, почему заглавие у нас не в именительном падеже получилось. Поэтому мы добавляем то, что у нас в рекламе есть, за счет первых слов, которые там написаны. И у нас уже получается более или менее внятное заглавие.
Из этого мы надеемся на то, что заглавие рекламы – это первые слова, которые у нас в рекламном объявлении написаны. Но в большинстве случаев это правильно, но бывают исключения из этого правила. Вот, например, такса понижена, братья Каменские, почтово-пассажирское пароходство. Такса понижена, нам опять-таки ничего в рекламе не дает. Поэтому мы опускаем эту часть, и в заглавие у нас входят только братья Каменские, а в подзаголовок получается, что почтово-пассажирское пароходство. Таким образом, вот какого-то единого правила того, как должны формулироваться заглавия, у нас не получается, но, тем не менее, получаются вот какие-то основные правила. Точно в заглавие войдет то, что в рекламе графически выделено, и зачастую туда войдут первые слова, которые в рекламе у нас написаны. Кроме того, решили, что у нас будет обязательное поле для заполнения, это поле резюме. Если сравнивать с заведением статей, которым многие занимаются, библиотекари, наверное, чуть ли не каждая библиотека расписывает какую-то периодику по статьям, резюме не обязательно. Но в данном случае мы будем искать по разным способам, и поскольку в поле резюме есть тоже возможность поиска, это расширяет возможности для наших читателей, для будущих пользователей электронного каталога. И таким образом мы что-нибудь туда вписываем из того, что ожидаем, что будет возможностью для поиска. Полностью переписывать текст рекламы не имеет смысла, потому что мы будем прикреплять еще картинку. Для нас это возможность не мучить газеты, не доставать их каждый раз, не листать их, и сразу же видеть, как это было графически оформлено. Иногда у нас в рекламе и очень интересная графика попадается, поэтому увидеть само объявление тоже интересно. Дальше переходим к тому, какие предметные рубрики мы будем заполнять. Вообще есть некоторые сомнения, когда заполняются предметные рубрики на статью, имеет ли смысл создавать их, если какая-то организация, какой-то человек там просто упоминаются. В данном случае того, что они упоминаются, нам точно достаточно. Мы вот из рекламного объявления про братьев-то ничего не узнаем. Но, учитывая, что цель у нас посмотреть самые маленькие подробности из их жизни, нам достаточно того факта, что они занимались почтово-пассажирскими перевозками, и у нас это войдет в имя, в 602 поле. Они все-таки не отдельные лица, а семья. Кроме того, мы здесь видим, что у нас упоминаются почтово-пассажирские перевозки, и мы это тоже опишем в своих предметных рубриках. И вот таким вот образом, через самые довольно-таки мелкие детали, мы сможем заполнить максимум полей. Сразу скажу, что было принято решение все предметные рубрики заполнять через авторитетную запись. Это связано с тем, что сформулировать тот или иной предмет можно по-разному. И вот для того, чтобы избежать одной и той же темы, одного и того же лица, одной и той же организации с разными формулировками и, соответственно, разбития, мы решили, что у нас все будет через авторитетную запись. Один раз максимально подробно расписали, и потом уже используем это. Но иногда получается так, что авторитетные записи очень коротенькие получаются. Например, у нас человек упоминается
только как владелец дома, только по фамилии, и мы нигде, ни в справочниках, ни в архивах не можем найти более подробную о нем информацию. Кто был такой, когда родился, как звали, мы этого просто не знаем, приходится ограничиваться вот тем, что есть. Кроме того, предметные рубрики 606 поля, наименование темы как предмет, мы еще решили ограничить по географии и по времени. В данном случае думали, как время ограничить. Решили, что самым четким и понятным критерием будет ограничение по году издания газеты, потому что взять на себя ответственность, как-то поделить еще, обосновать, почему вот поделили так, я не решилась. А год, он понятный, четкий критерий. И опять-таки мы очень много из рекламы заполняем в предметные рубрики, самых маленьких упоминаний. У нас тут и 601 поле видно, потому что мы видим саму организацию. У нас тут видно и лицо, которое в организации задействовано. У нас тут видно и наименование темы как предмет и так далее. Единственное поле 600, которое мы заполняем не через авторитетную запись, это поля неконтролируемых предметных рубрик. Их просто нельзя заполнить через авторитетную запись, поэтому приходится вот таким вот образом выкручиваться, и мы стараемся их вообще не использовать. Связано это именно с тем, что возможны различные формулировки там. Но вот в данном случае, например, обойтись без них достаточно сложно. Делать отдельную запись на балык и белорыбицу, вряд ли они будут настолько часто у нас встречаться, тем более, что мы их ограничиваем по городу и по году. С другой стороны, искать-то по ним будут. Возможно, будут, мы, конечно, не знаем, но могут искать. И поэтому вот в некоторых исключительных случаях мы все-таки ими пользуемся. Довольно-таки сложным для нас оказалось поле географического наименования. Точно определились, что для нашей подробности в базе имеет значение вот конкретный дом. И в идеале нам создавать запись, прямо указывая максимально точный конкретный адрес, то есть улица и номер дома в нашем городе. Но, к сожалению, многие объявления, они достаточно далеки от желаемой подробности. Либо дом не сохранился, и поэтому мы не можем его адрес указать, либо в самом объявлении было вот сформулировано так, что нам непонятно, о каком доме идет речь. То есть, например, Покровский проспект против американской гостиницы. Здание гостиницы вдоль проспекта вытянуто, напротив него находилось несколько домов. Один сохранился, еще несколько не сохранились. Найти, в каком именно работал врач, к сожалению, не получается. И поэтому приходится здесь создавать запись на конкретную улицу, потому что других ориентиров четко определенных у нас нет. Создать географическое наименование, примерно где-то там, тоже не получается. И другой вариант – тоже похоже, когда хотелось бы создать запись на дом, но не можем. Это случай, когда Екатеринбург, вокзал, квартира Тихомирова. Мы предполагаем, что квартира его находилась не в самом здании вокзала, тогда это было одноэтажное, не очень крупное здание, а где-то просто рядом с вокзалом.
И поэтому у нас создается ощущение, что надо создать запись на район вокзала, потому что более точного критерия у нас нет. А без него создавать просто на то, что жил он где-то в нашем городе, даже не жил, а имел квартиру, тоже не получается. И это будет недостаточная для нас подробность. Кроме того, стоит сказать, что мы решили, что если объявление одно и то же повторяется несколько раз в газетах, а это случается достаточно часто, если в нем нет никаких изменений, то мы, конечно, не будем на него каждый раз новую запись создавать. Во-первых, это разгрузит нашу базу данных, не будут дублетные записи выходить с одинаковыми картинками, одинаковой информацией. Во-вторых, это просто ускорит работу, потому что медленно мы заводим первый номер. Я говорю о газетах, потому что вот в нашем городе подавляющее большинство рекламы выходило именно в газетах. А потом у нас гораздо быстрее идет дело, потому что нам только надо добавить несколько циферок, уточнить, в какое время эти объявления выходили. Ну, если в нем хоть какое-то маленькое изменение происходит, чуть-чуть поменялась формулировочка, чуть-чуть изменилась картиночка, то здесь мы уже будем создавать новую запись. Связано это и с тем, что несовпадения картинок могут подорвать авторитет записей, и с тем, что незначительное, на наш взгляд, изменение формулировки, например, белорыбица на рыба, может оказаться значительным на взгляд читателя или человека, который нашей базой данных пользуется, для того, чтобы какие-то свои исследования провести. Поэтому вот у нас получается так, что несколько записей, скорее всего, у нас будут объединяться в одну, а если какие-то маленькие изменения, то будут новые записи. Ну и хотелось бы сказать, что вот при всей, не знаю, ответственности подхода мы пришли к выводу, что в целом-то не сильно у нас запись в итоге отличается от записи на статью. Единственное, что на каждую статью приходится делать новую запись, а здесь вы потратите много времени на первый номер газеты, который заводите, а дальше дело пойдет гораздо быстрее, просто в разы, и можно будет следующие номера заводить с большой скоростью. Но при этом, да, заканчиваю. Но при этом это сильно ускорит поиск информации. Поэтому я думаю, что такая база данных, она будет полезна. Я благодарю вас за внимание, буду рада ответить на вопросы. Спасибо большое. Спасибо, коллега. Замечательное просто сообщение у вас, тем более, что и у нас, например, в Владимирской тоже библиотеке очень большая востребованность именно вот этих объявлений, потому что купцов-то было много, не о каждом чего написано, а спрашивают иногда, и зачастую поиск иногда концентрируется именно на этих объявлениях. Сразу понятно, где торговали, чем торговали и жили. У меня вопрос такой в связи с этим. Вот, кстати, мы как-то вот все к этому не подошли. Вот спасибо за такой опыт. Вопрос в следующем. А полнотексты, то есть вот эту картиночку привязываете к записи, можно ее посмотреть сразу прямо в каталоге? Да, ее можно сразу. У меня нет вот картинки это чудесно. вот Ну, в понятно. Я просто, я понимаю, о привязываем. чем идет речь, просто чисто теоретически спросила. Спасибо большое. Здорово. Спасибо. Как давно вы начали работу и какой объем сделали, если какие-то итоги можно подвести уже? Работу начали вот с прошлого года, но пока объем небольшой сделали в силу того, что пока не дошли до повторяющихся записей. То есть взяли несколько газет, которые не похожи друг на друга.
И пока объем записи небольшой. Памятные книжки, адрес, календари в будущем, скорее всего, возьмем, но поскольку у нас скромный уездный город, выходили они не в нашем городе, мы начали с того, что выходит вот в нашем, что выходило в нашем. На сайте пока нет, в силу того, что пока небольшой объем, оно просто никому ничего не даст, пока не увеличим объем записей. Все? Есть еще вопросы? Только реплику, да. Мне кажется, второй раз слушаю доклад, я с удовольствием большим, потому что действительно, смотрите, как много разных источников краеведческой информации. И реклама. Реклама это двигатель прогресса, да, с одной стороны. С другой стороны, что касается вот вашей работы, я сейчас просто вот сижу и думаю, у нас ведь есть такая база «Регион», когда к библиографической записи прикрепляется картинка, документ в полнотекстовом варианте. Мы начинали с вордовского формата, а сейчас уже пришли все-таки к необходимости, чтобы эта картинка полностью оригинал повторяла. Ну, вот у нас сейчас пока стараемся в PDF прикреплять. Поэтому я думаю, что вот этот ваш эксперимент будет полезен и для нас. Спасибо большое. Ну, я должна сказать, коллеги, что это действительно эксперимент, и когда мы в Вологде как-то на одном из наших третьих вечерних заседаний самых это дело обсуждали, то понятно было, что вариантов больше, чем один. Ну, хотя бы как минимум, допустим, такой вариант, когда отсылается, вот отсылка на полный текст идет не на вырезку, не на клип, а на страницу, потому что бывает важно еще увидеть, в каком окружении вышла эта вот маленькая заметочка. Ну и для того, чтобы сэкономить силы и не клиппинговать там, где можно этого не делать. Да? Вот. И были еще варианты разные индексирования вот этого. То есть мы сейчас рассматриваем один из вариантов. Да? Возможны другие. И я хочу сказать, что огромное спасибо Насте за то, что она вот так начала это все. Потому что, между прочим, вот когда вот такой вариант видишь, возникают вопросы. Ну, например, какие сомнения возникли у меня? Ну, например, мне сейчас кажется на этом материале, да, я должна сказать, что у меня есть опыт, но, правда, не газетский, а с памятными книжками, где вот это же мелконько-мелконько, да, каждая конкретная фирмочка или что-то еще. И, пожалуй, у меня нет только одной проблемы, которая возникает в газетах, у меня нет разницы шрифтовой, да. Но что кажется сразу? Что нельзя вестись на шрифт. Потому что шрифтовое оформление может выделять что угодно и совсем не самое значимое. Да? То есть, во всяком случае, при выборе заголовка, при выборе заглавия, я бы не велась на это дело. И, например, да, и это первое, на что нельзя вестись. Второе, мне кажется, что нельзя вестись на формулировки. То есть, например, когда у вас вот братья Каменские, да, братья Каменские пароходство, да, то это не братья Каменские, предмет не братья Каменские, да, а это предприятие, именно пароходство, которое будет связано с братьями Каменскими, пока это будет веточка, такой воздушный корень, да, пока не найдем. Но материал-то не о братьях, да. Точно так же, как лечебница, вот зубная лечебница, при том, что там, скорее всего, один доктор, это не доктор, это лечебница этого доктора, да. То есть там, да, и сразу должна сказать о такой неприятной необходимости, как вообще, ну, скажем так, желательности. Мне легче, а вам немножко труднее, потому что у меня под боком Российская национальная библиотека. Вот при работе с авторитетным файлом хорошо бы проверять по уставу точное название, если это более или менее крупная контора, проверять по уставу точную формулировку, иначе вы образуете такие параллельные ряды, да? Они будут меняться, формулировочки, да, и все. И мы поехали. Авторитетный файл есть, контроля нет. Дальше. Повторяемость объявлений. Но я сейчас рискованную вещь скажу, не кидайте сразу ничем тяжелым. Значит, смотрите, мне кажется, что можно договориться о том, что при повторяемости объявлений, если они неизменны, мы показываем только первое. Смотрите, реальность отражает только первое по времени объявление, потому что их проплачивали сразу. То есть 3 объявления,
10 объявлений, они проплачивались, как правило, сразу. И дальше человек мог помереть, переехать, все что угодно, а информация о нем, за сколько заплатил, столько времени и идет. То есть это к вопросу о повторениях. Вот, и, пожалуй, и у меня еще, мне кажется, что поскольку привешен полный текст, мне кажется, что надо очень аккуратными быть с уровнями определения информации. У меня просто чесались бы руки заменить белорыбицу на рыбную торговлю, да, или на торговлю рыбой, или на рыбу, да, рыба-продажа, да. Не мельчить так, потому что дальше уже есть текст привешен. И не укрупнять ни в коем случае в другую сторону, я в примерах видела и то, и другое. Не надо писать доктора там, где речь идет о конкретном одном зубном враче. То есть это связанные записи будут, да, связанные рубрики, но не одно и то же. Во всяком случае, роскошный материал для того, чтобы на его примере в каких-то случаях от него оттолкнуться. Да? Вот такие мысли. Есть, коллеги, не хотим ли мы немножко отдохнуть? Сколько минут дадим? Давайте 10 минут. И если кто зайдет попить чаю или кофе, то, пожалуйста, настоятельно рекомендуем вот с этим чаем или кофе, и можно даже с подносом, с кормом вернуться сюда. 10 минут. Значит, сейчас 11:11, в 11:21 просим всех быть здесь.
У нас пишут в группе. Спасибо. Коллеги, ой, так. Я прошу прощения за реплику вдогонку. Хочу сказать всем, в том числе и тем, кто не в этом зале нас слышит. Мы, конечно, будем решать проблему, да, вот как индексировать это дело, но для начала все, страна, внимание, обратите внимание, пожалуйста, никогда не выбрасывайте и новые, и старые рекламные газеты. Раньше очень многие из нас считали, что газета, в которой нечего расписать для электронного каталога, внимания не стоит. Времена переменились. И старые не выбрасывайте, оцифровывайте. Если нет места, хотя бы оцифруйте перед тем, как передать или выбросить. И новые. Меняйте отношение к ним. Однажды мы все-таки научимся работать с ними, да? А до этого времени хорошо бы их не потерять. Маленькие библиотеки, дорогие, перед тем, как выбросить, или вместо того, чтобы выбросить эти неподъемные, занимающие место газеты после оцифровки, спросите у вашей региональной библиотеки, полный ли у них комплект. И если нет, то передавайте. Двигаемся дальше. Елена Николаевна Ефремова, вы удивитесь, из этой же библиотеки, заведующая отделом краеведческой литературы Свердловской областной универсальной научной библиотеки, источники по истории местной периодики советского периода. Добрый день, коллеги. Но мы уже неоднократно и на этом семинаре, и на предыдущих убеждались в том, что газеты – это неисчерпаемый источник информации. И 20 век можно без сомнения назвать расцветом газетной печати, и это основной источник для каких-то краеведческих разработок. Но закономерно возникает вопрос, нужны ли источники для изучения источника, и почему возникла эта проблема, не надуманная ли она. Ведь по большому счету в краеведческих фондах областных краевых библиотек хранится местная печать, хранятся местные газеты, существуют каталоги. Достаточно открыть каталог периодики, мы увидим названия этих газет, полистаем эти газеты, увидим редакторов, годы, номера. С другой стороны, существует еще и указатель газеты СССР, в котором, по крайней мере, до 1960 года отражены сведения. Но, несмотря вот на эту кажущуюся простоту и легкость, проблема действительно существует. И чтобы убедить вас в этом, я хочу привести всего лишь один пример, связанный с областной газетой, областной комсомольской газетой, на смену, которая начала выходить в 1920 году. Вот, казалось бы, название газеты есть, год издания есть, но за первые годы газета не хранится в фонде отдела краеведческой литературы Свердловской библиотеки. И это понятно, потому что первые годы она существовала как вкладка в газете «Звезда», пермской газете. Но уже в этот момент мы видим противоречие с авторитетным известным справочником газеты СССР, в котором написано, что газета действительно начала выходить в 1920 году, но первоначально она была как местный орган Екатеринбургской комсомольской организации, а потом перешла на областной уровень. И я думаю, что для составителей этого сборника вполне такое логичное предположение, которое превратилось в неточность библиографического описания, потому что Екатеринбург, Свердловск, произошло переименование, и газета, она просто поменяла свое название, поменяла свой статус. Но если мы будем учитывать административно-территориальное деление, с которым нам всем приходится сталкиваться, то мы поймем, что в тот момент существовала Уральская область, в которую входила и Свердловская область, и Пермский край. Поэтому вот здесь, на местах, не было никакого противоречия, когда газета существовала сначала в Перми, а потом она, получив статус областной, переехала в Свердловск.
И для того, чтобы узнать, когда же все-таки начала выходить газета и подтвердить ту или иную версию, вот какое издание все-таки является первым, екатеринбургское или пермское. Опять же, нужно взять первый номер вот этой вот газеты. Но, повторю еще раз, в Свердловске он не сохранился, ни в архивах, ни в библиотеках, в федеральных хранилищах его тоже нет. Обращаемся еще к одному достаточно авторитетному источнику, это архивные сведения и данные, и к самой газете. В 1935 году мы читаем объявление о том, что газета отмечает свой 15-летний юбилей 18 июля. Газета выходит не на 4 полосах, а на 8. Там ярко-красные вкладки, там много статей исторического характера, там есть сообщения юнкоров. И вот мы отмечаем 15-летие этой газеты. Обращаемся к фондам обкома, Свердловского обкома ВКПБ. И мы находим распоряжение, в котором написано, что газета действительно должна отметить свое 15-летие 18 июля. И дальше подробно описано, каким образом они это отмечают. И там прописан тираж, прописано 8 полос вместо 4, прописаны количество статей, которые должны дать юнкоры. И вот даже уже вот это первое обращение к этому документу помогает нам понять, как формировалась издательская политика в те годы. Это не редактор решил выпустить газету в 2 раза больше. Это не редколлегия посовещалась и решила, что им нужны статьи юнкоров. Это четко выполняется распоряжение вышестоящего органа. И таким образом, в 1935 году в Свердловске отметили 15-летие областной комсомольской газеты «На смену». В 1940 году, спустя 5 лет, случился еще один юбилей, 20-летний. Отмечали уже не так пышно, достаточно подробная, но немного скучноватая статья с историческими данными о том, что действительно 20 лет назад первая газета в Перми появилась. Дальше наступает война. Перерыв в издании, и в годы войны только «Уральский рабочий» выходил на территории нашей области. После войны издание возобновляется, но по каким-то причинам в газете перестают на какое-то время отмечать юбилеи. И первая статья такого вот юбилейного характера появляется в газете в 1975 году. Отмечают выход 10-тысячного номера. И при этом, причем отмечают громко, ярко, сопровождают многочисленными статьями, и только вскользь упоминают о том, что у газеты 55-летний юбилей, то есть 10-тысячный номер оказывается намного важнее. И еще одно небольшое изменение в выходных данных газеты: в каждом номере под заголовком начинают писать, что газета основана в 1920 году. Просто в 1920. А вот с 1 января 1976 года под каждым заголовком газета объявляет, что она основана 18 июня 1920 года. В 1935 году 15-летие отмечали 18 июля, а в 1976 году мы говорим о том, что газета основана на месяц раньше, то есть газета повзрослела. По какой причине? И те, и другие источники говорят о том, что вот и обком рекомендовал отмечать, и газета отметила 18 июля. И вот здесь, благодаря помощи пермских коллег, мы обратились в краевую библиотеку и попросили полистать подшивки газеты «Звезда». К сожалению, не сохранилось того номера, где первый раз появилась вот эта вот вкладка «На смену», но существует 2 или 3 номер, и путем несложных математических вычислений мы можем все-таки установить, что газета действительно начала издаваться с 18 июня. Ну и начиная с 1976 года она действительно правильно, в нужный срок, в нужную дату отмечает свой юбилей, пишет исторические статьи о том, как создавалась эта газета. Но если мы начнем читать и внимательно анализировать тексты этих так называемых исторических статей, то мы сделаем, я думаю, верное предположение о том, что на самом деле авторы этих статей не держали в руках первый номер газеты «На смену», который вышел как вкладка в газете «Звезда», потому что вот сравнивая даже со вторым, вот видны явные противоречия. Но я думаю, что это достаточный и убедительный пример того, что нужно
обращаться к разным источникам для того, чтобы действительно представлять себе, во-первых, историю издания того или иного, ну а во-вторых, для того, чтобы понимать причины тех или иных изменений в политике газеты, вот когда она выходит на 8 полосах, допустим, а не на 4. Источники, к которым мы можем обращаться для решения этой проблемы. Самый простой и самый очевидный путь – это фонд редакции, который должен храниться в Государственном архиве. И вот в этом фонде мы должны бы найти и штаты этой редакции, корреспонденты, какие в ней работали, протоколы заседаний редколлегии. То есть мы должны узнать всю внутреннюю жизнь вот этой вот газеты, обратившись к фонду. Но, к сожалению, Свердловская область в данном случае не будет исключением. В архивах практически нет фондов газет. И если говорить вот об уже упоминавшейся мною газете «На смену», то в областном государственном архиве фонда этой газеты нет. Сохранился фонд газеты «Уральский рабочий», сохранилось вот буквально меньше 10 фондов каких-то районных газет, и все, этот источник для нас закрыт. Не сохранился, не существует. Значит ли это, что нужно остановить свои поиски и вот сокрушенно сказать, что все, вот больше делать нечего? На самом деле существует еще целый комплекс источников, по которым мы можем косвенно, но восстановить историю этих изданий. И в первую очередь таким источником может стать и сама газета, если мы начнем ее внимательно читать. Ну вот чтобы было не обидно представителям небольших библиотек, я в данном случае возьму не областную газету «На смену», а маленькую районную газету «Асбестовский рабочий» и полистаем ее за 1935 год. 23 февраля газета сообщает к сведению всех подписчиков газеты «Асбестовский рабочий», что с 14 февраля газета не выходила ввиду несвоевременной отгрузки бумснабсбытом бумаги газетной. 16 сентября сообщается, что номер за 15 сентября был задержан выходом в свет из-за неподачи электроэнергии в типографию. То есть мы следим вот за всеми страницами жизни редакции. И, наконец, самое замечательное объявление 12 декабря. Во вчерашнем номере «Асбестовского рабочего» по вине правщика типографии Денчаковой в заголовке перепутана дата выхода. Напечатано 10 декабря, следует читать 11 декабря. То есть вот, в общем-то, весь материал для того, чтобы восстанавливать репертуар местной печати, он в газете уже в той или иной степени представлен, и иногда нужно просто внимательно читать вот такие вот маленькие сообщения редакции. Конечно, я не могу обещать и гарантировать, что это будет вот абсолютно в каждой редакции, по-разному к этому относились, но все-таки в большинстве случаев редакции старались как-то вот уведомить своих подписчиков и читателей о том, какие вот факторы повлияли на тот или иной выход газеты. Это один пласт информации, который мы можем найти. И кроме того, в газетах обязательно печатался еще так называемый разбор полетов тех или иных публикаций. И вот в данном случае мне бы хотелось обратиться к тому же асбестовскому рабочему, который на страницах своей газеты опубликовал постановление Свердловского обкома, в котором говорилось о том, что снят с работы и исключен из рядов партии главный редактор, автор статьи. По совместительству он еще и заместителем редактора был, снят представитель парткома. Не буду перечислять список всех пострадавших, который завершает начальник обллита. И ему тоже досталось. И вот интересно, за какую же такую газету, за какую такую провинность газета вот потерпела вот такие вот репрессивные меры. Буквально на прошлой неделе в Асбесте была краеведческая конференция, вот Асбест и асбестовский рабочий. Я предложила коллегам провести такой маленький эксперимент. Но сейчас, чтобы не занимать время, я вам просто расскажу о результатах эксперимента. Я предложила им сравнить две статьи, которые были опубликованы
в Асбестовском рабочем с интервалом буквально в 1 месяц. Одна из статей называлась «Бумажное пугало», и начиналась она с таких строк. Говорят, начальник Асбестовской транспортной базы товарищ Смышляев издает такие грозные приказы, что в окрестности вороны перестали каркать, боятся. И вторая статья, которая была опубликована буквально через месяц, она называлась «Помогите товарищу Жигулеву приобрести настоящее счастье». И там рассказывалось об асбестовце Жигулеве, который переходит с одного места работы на другое, вечно ищет какую-то вот материальную выгоду вместо того, чтобы ударно работать на одном каком-то производстве. А парторг никак вот не может ему сообщить, даже прочитать майские указы товарища Сталина. И был вопрос в зал, за какую статью пострадала газета. Было 2 версии. Первая – это вот бумажное пугало. И библиотекари решили, что ну вот как же можно критиковать самого начальника транспортной базы товарища Смышляева. Недопустимо. Ответ оказался неправильный. Второй ответ. Пострадали действительно, и этот ответ был правильный, за статью товарищу Жигулеву нужно помочь обрести настоящее счастье. Но причина объяснения тоже не была прочувствована и угадана. В зале предположили, что статью запретили, потому что раскритиковали простого рабочего, а не начальника. Но и это можно было сделать. На самом деле основная претензия контролирующих органов была в том, что не работает парторг Жиделев, и он не читает своим подопечным майские указы товарища Сталина. И поэтому пострадали абсолютно все, и в большей степени, конечно, и руководители самой парторганизации. То есть вот для того, чтобы понимать, как строилась вот эта вот редакторская издательская политика, недостаточно просто читать статьи этой газеты, нужно понимать, вот в каком времени издавалась эта газета. То есть один тип источников – это сама газета, которую мы внимательно читаем, учитывая контекст. Дальше, следующий источник. Не сохранились фонды в Государственном архиве, зато достаточно хорошо сохранились фонды в бывшем партийном архиве. Сейчас он называется Центр документации общественных организаций Свердловской области. Так или иначе, они переименованы, но существуют во всех крупных областных городах. И там действительно есть фонд первичной организации асбестовского рабочего, в котором хранятся в основном протоколы партийных собраний. Что мы можем извлечь из этих протоколов? Условно, по содержанию их можно разделить на 2 части. С одной стороны, они рассматривают какие-то общие обязательные вопросы, и здесь картинка будет одинаковая в любой области. Ну, допустим, итоги проверки партдокументов. Все так или иначе ее прошли в свое время. Либо о раскрытии Московского центра зиновьевской оппозиции, и они клеймили ее позором. Попробовали бы они поступить как-то иначе. И вот в тот же день, когда они клеймят позором этот Московский центр зиновьевской оппозиции, они обсуждают и свои какие-то внутренние вопросы, например, о поведении товарища Емельянова. Чем запомнился и как остался в истории товарищ Емельянов? Он имеет 2 лица. Одно партийное, другое беспартийное. В партийном лице он выступает на партсобраниях, а в беспартийном позволяет себе в частных разговорах антипартийные шутки. Не буду перечислять все шутки, которые вспомнили его товарищи, но вывод, который они сделали, такие частные разговоры коммуниста являются не просто шуткой. Таким образом, мы вот по этим протоколам можем понять, как общие какие-то вот характерные для всех редакций моменты, так и вот какие-то странички внутренней вот этой жизни. 2 протокола занимают выяснение взаимоотношений Савиной и Васневой, сотрудников этих редакций. Вот у них семейственность или товарищеская спайка. И вот этой темы хватает на 2 заседания парткома. Но нужно учитывать динамику соотношения вот этой вот информации. Если вначале они обсуждают то есть 30-е годы, в 20-е, 30-е годы информация делится практически пополам,
то чем ближе к нашему времени, тем меньше вот этой вот внутренней какой-то кухни. В последние там, десятилетия, 70-е, 80-е годы протоколы становятся стандартными, пишут только вот то, что нельзя не написать, ну а вот все остальное, оно уже выносится за скобки. Ну а в 90-е годы еще и не все сдали свои протоколы, то есть там уже может отсутствовать этот источник, но тем не менее, по крайней мере, вот за 20-е, 30-е, где-то 40-е годы это замечательный источник информации. Это то, что хранится обязательно в этой газете, плюс второй пласт – документы, которые оказались там случайно. И это для асбестовского, допустим, рабочего личные листки по учету картов, партхарактеристика на редактора Муравенко, краткий отчет о работе газеты за 1939 год, он должен бы храниться в фонде ГАСО, которого нет, да? И вот что газета планирует приобрести. То есть вот эти вот документы, которых вроде бы вот не должно быть здесь, они тем не менее есть, и они дают нам очень много информации для размышлений. Ну и, наконец, четвертый источник информации – это протоколы заседаний бюро партийных комитетов. То есть всегда есть руководящие органы, и нужно очень четко представлять себе, вот в какой системе находится редакция той или иной газеты. Берем маленькую газету «Асбестовский рабочий», это значит бюро Асбестовского горкома ВКПБ и бюро Свердловского обкома ВКПБ. Берем областную газету «На смену», и мы находим множество сведений об этой газете в бюро Уральского обкома комсомола и бюро обкома ВКПБ. То есть нужно обязательно понимать просто вот эту структуру и понимать, в каких фондах может быть найдена эта информация. Ну и совсем коротко, просто какого типа информацию мы найдем вот в этих вот документах. Это, во-первых, разрешение о выходе той или иной газеты. Вот просто для того, чтобы газета начала выходить 18 июня 1935 года, да, редакция газеты должна получить разрешение. И мы видим визы как разрешить, так и отклонить. У редакции должен быть главный редактор, заместители редактора, их должен утвердить обком, а не кто-то другой. Тираж, количество полос, содержание газеты, вот это все тоже определяется и фиксируется не в документах самой редакции, а в фондах того или иного обкома. И если говорить о содержательном аспекте, то мы видим совершенно замечательные планы, какие темы и каким образом должны были освещаться в газете. Ну, допустим, план освещения итогов 4-й Всесоюзной конференции в газете. А дальше идет 11 пунктов, не буду их зачитывать. Вот каким образом подтемы тема, в скобочках пояснение и ответственный товарищ, который должен написать статью на эту тему. Но все содержание газеты условно делится вот на такое вот четко регламентируемое содержание, да, когда мы знаем, что итоги должны быть освещены таким образом. Но если бы жизнь редакции ограничивалась только вот этими руководящими документами, жить было бы на самом деле проще. Вам дали сверху распоряжение, а вы его ответственно выполнили. Но поскольку вот так вот регламентировалась только какая-то часть материалов, то оставалось еще какое-то количество газетных полос, которые журналисты и редакторы заполняли на свой страх и риск. И вот тот пример с асбестовским рабочим, когда товарищу Жигулеву не помогли обрести свое счастье, вот таких примеров на самом деле достаточно много. Он иллюстрирует вот эту вот ситуацию, когда редакция оказывается вот между молотом и наковальней. Что им писать, как им писать. И на страницах газет, и в документах вот этих вот партийных организаций мы можем как раз найти вот эти вот иллюстрации, и вот эти вот процессы, они оказывались показательными. Вот по этим прецедентам, и как у юристов есть, да, такое понятие прецедент, точно так же и здесь рассматривалась вот эта вот ситуация, а дальше все редакторы уже делали какие-то вот практические выводы и в соответствии с ними корректировали свою работу. Ну и плюс еще один тип решений, которые мы можем найти в этих документах, это отмена решений нижестоящих организаций. Есть асбестовский рабочий редакция, да, есть горком асбестовский, принимает то или иное решение, снять редактора, убрать парторга, то или иное, да, а дальше вмешивается обком, который говорит, что некорректно поступили товарищи, вернуть редактора. То есть если мы нашли какой-то документ, это еще не значит, что мы дошли до конца. Нужно просмотреть весь комплекс документов. Ну и вот, подводя итог,
можно говорить о том, что нужно говорить о том, что при работе с местной периодикой, когда мы изучаем ее, формируем каталоги местной печати, используем ее саму как источник, нужно обязательно использовать, нельзя ограничиваться только одним видом источников. Нужно использовать абсолютно все, потому что они дополняют, где-то подтверждают, а в каких-то случаях, как мы сегодня уже увидели, и опровергают друг друга. Поэтому только комплекс всех документов позволяет нам создать какую-то более или менее адекватную картинку. Ну и во-вторых, всем, кто работает с периодикой советских лет, нужно уметь читать не только вот по порядку вдоль, как мы привыкли, но и поперек, учитывая контекст этого времени. Ну и как вот какой-то вот выход дальше, вот я уже говорила о том, что в протоколах у нас меняется соотношение частного и общего, и они начинают исчезать. И вот вообще в принципе источники 80-е, 90-е годы, хотя и вот такие вот трудно читаемые, интерпретируемые, они начинают исчезать. И когда мы разберем историю 30-х, 40-х годов и начнем изучать, не такие далекие 80-е, 90-е, то выяснится, что нам просто некуда идти. Нет в архивах никаких документов, ни с какой идеологической направленностью. Поэтому здесь мне бы хотелось просто вот поставить, озвучить такую проблему и призвать всех к тому, что пока живы сотрудники, работающие в этих редакциях, не написавшие протоколы, не сдавшие их в архив, но еще помнящие это, чтобы вот эти вот истории, они каким-то образом зафиксировались в печатных изданиях библиотек. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, коллеги, вопрос. Сам работал в газете, знаю, что каждый журналист мнит себя писателем. Когда в 80-е и 90-е стало можно чего-то печатать, куча воспоминаний, ну просто горы. Во всяком случае, по Челябинской области это так. Ну, с одной стороны, да, я согласна с тем, что воспоминаний появилось очень множество, и не только сотрудников газет, а вот попробуйте вот каждый начать изучать именно историю своей газеты, вот конкретно издававшейся в вашем городе, и тогда вот в этом вот общем громадном фоне воспоминаний, вот тех, которые нужны именно вам, их на самом деле не так уж много. Я хочу поддержать Елену Николаевну. Есть разница между воспоминаниями, которые написаны, мы можем их только прочитать, и целенаправленным. Вот мы точно знаем, про какую газету мы хотим выяснить, да, и мы точно знаем, какие вопросы мы будем задавать этим добрым людям, когда мы их соберем вместе. А лучше всего собирать вместе, потому что они друг друга немножко будут поправлять, да. Это совсем другая форма работы, и вот это, мне кажется, что это вот разновидность записи устной истории и документирования вот этого всего, это чудовищно важно. И опять же, вот буквально одну реплику еще скажу. Те воспоминания, которые были опубликованы в 80-е, 90-е годы, отражают ситуацию 80-х, 90-х годов. То есть то, что люди хотели вспомнить в 90-е, вот там о 80-х, да, и это тоже вот отдельная какая-то картинка. Да, спасибо большое. Спасибо. Итак, следующий доклад. Александр Дмитриевич Ларионов, исполняющий обязанности заведующего отделом национальной и краеведческой литературы и библиографии Национальной библиотеки Республики Карелия. Национальная библиография Карелии. Результаты, проблемы, перспективы. Спасибо, Надежда Михайловна. Уже заведующий, а не исполняющий обязанности. Ладно. Спасибо. Ну, сегодня поговорим о национальной библиографии Карелии. Конечно, тема заявлена достаточно широко, но поговорим о результатах работы за 23 года. Значит, ну, я не буду сейчас подробно вот делать такую аннотацию, сразу пойдем по докладу. Значит, в 2019 году исполняется 23 года с момента принятия программы «Национальная библиография Республики Карелия». Так.
наверное, так. Ага. Так, значит, в 92 году 20 века публичная государственная библиотека Республики Карелия получила статус национальной и приобрела новое имя – Национальная библиотека Республики Карелия. Перед сотрудниками библиотеки встал вопрос о создании национального библиографического репертуара. И в 1996 году библиотекой была принята программа и утверждена, естественно, программа национальной библиографии. Ну, вы видите на слайде главные цели программы. Это создание комплексной системы краеведческих библиографических пособий, координация работы между крупнейшими библиотеками республики, то есть национальной, научной библиотекой университета Петрозаводского и научной библиотекой Карельского научного центра Российской академии наук. Значит, одним из дискуссионных вопросов при составлении программы был вопрос о теоретической трактовке понятия «национальная библиография». В итоге остановились на таком понятии, как совокупность библиографических краеведческих пособий и автоматизированных баз данных. Значит, к 2000 году программа была обкатана, были налажены связи между партнерами, участниками программы, то есть уже перечисленными библиотеками национальной, библиотекой ПетерГУ и Карельского научного центра, и также муниципальными библиотеками республики. Основу программы составляют указатель «Летопись печати Республики Карелия», издаваемый с 1959 года в 3 частях. Книжная летопись, летопись журнальных статей, летопись газетных статей, и с 1965 года включен в разделе «Карелия в печать». В 2000 году была принята программа «Память Карелии» в рамках программы «Память России». И программа «Национальная библиография Республики Карелия» стала являться частью программы «Память Карелии» в виде подпрограммы. Основная цель программы «Память Карелии» – это обеспечение сохранности документального наследия при неограниченном его использовании. При составлении программы «Память Карелии» в подпрограмму «Национальная библиография Карелии» вошли следующие задачи. Значит, я подробно не буду говорить, можно прочитать, так, кратко. Значит, создание, поддержка и актуализация сводного краеведческого корпоративного электронного каталога, текущий библиографический учет документов, выходящий на территории республики и ее за пределами на национальных языках и на других языках. Значит, подготовка издания летописи печати, ретроспективный учет документов о Карелии, ретроспективный учет местной печати, подготовка издания указателей местной печати, участие в создании сводного репертуара финно-угорской литературы, в том числе и электронного, и разработка технологий предоставления электронных библиографических указателей в сети интернет и на CD-ROM. Значит, реализацию программы «Национальная библиография» можно разделить на 2 этапа. Первый этап – это с 1996 по 2008 год, а второй этап – это с 2009 по настоящее время. За первый период были налажены связи между участниками программы, как я уже говорил, подготовлены библиографические пособия. Налажен выпуск летописи печати Карелия в электронном виде, создан корпоративный каталог на базе собственной АИПС «Фолиант». За первый этап программы были выпущены следующие библиографические пособия. Значит, история, археология, этнография Карелии, Петрозаводск, Валаам, печать Алонецкой губернии, библиотеки Карелии 20 век. Значит, результатом реализации второго этапа стали указатели «Деревянное зодчество Карелии», «Беломорско-Балтийский канал», «Великая Отечественная война в Карелии», «Картография Карелии в 2 частях», книги Карелии 1917-1958 год, особо охраняемые природные территории Карелии. Значит, в 2012 году во время реализации второго этапа программы был создан интернет-портал «Национальная библиография Карелии». Вот адрес вы видите на экране. Он служит единой точкой доступа к библиографическим ресурсам Национальной библиотеки и доступен на сайте НБРК. Значит, состоит из нескольких разделов: летопись печати, указатели литературы, печать Карелии в цифрах, публикации, библиографии о Карелии. Значит, поговорим сейчас о летописи печати. Значит, регулярно выпускается 4 раза в год. Сроки выпуска достаточно сжатые. Значит, для примера, летопись за первый квартал 2019 года доступна с 1 июля
2019 года. Объем 4 выпусков порядка 90 тысяч библиографических записей. Значит, и в настоящее время процесс создания летописи автоматизирован через однократный ввод библиографической информации, которая впоследствии используется для формирования библиографических пособий. Значит, летопись формируется на основе электронного каталога и дополняется указателями именной, географически предметной. При составлении летописи учитываются также языковые особенности республики, то есть записи создаются на национальных языках. Это карельский, вепский, финский, ну, помимо русского. Значит, в настоящее время есть какие сложности, значит, с созданием летописи? Это пополнение раздела «Карелия в печати России» и зарубежных стран. Наличие сводных российских каталогов не решает полностью проблему исчерпывающей информации. Очень сложно отслеживать публикации местных авторов в региональной печати субъектов РФ. Авторы используют весь широкий спектр возможностей издателей опубликовать свои работы, и часто авторы не доносят информацию до книжной палаты РК, ну, Республики Карелия в смысле. Библиографу палаты не всегда удается следить публикацию. Обмен публикациями налажен с библиотеками, работающими на территории проживания финно-угорских народов, и библиотеками Северо-Западного федерального округа. Еще одна проблема, вот, которая нас очень сильно волнует, это издание летописи в печати только в электронном виде с 2009 года. Значит, у нас существует несколько страховых электронных копий, но бумажной копии нет. Но хотелось бы ее иметь, потому что все-таки, понятно, вопрос сохранения вот этих электронных ресурсов с серверами может произойти, в принципе, все что угодно. Ну, в целом можно сказать, что новая технология создания летописи, она себя оправдала и вызывает интерес коллег в регионах. Значит, я сказал. Так, значит, рекомендательная библиография в Национальной библиотеке, можно сказать, почти что сошла на нет. В электронном виде издается календарь памятных дат, и благодаря электронной технологии за счет более фундаментальных библиографических списков календарь классифицируется ближе к научно-вспомогательным изданиям, чем к рекомендательно-библиографическим. Периодически выпускаются списки литературы по актуальным темам. Ну вот вы видите на слайде, например, волонтерство в Карелии к году волонтерства, из истории искусства балетов в Карелии, Карелия православная, монастыри, храмы и часовни, Рерихи в Карелии. Что касается ретроспективных научно-вспомогательных указателей, то в настоящее время в НБРК ведется работа над указателем «История народного образования». Так, сейчас я оговорился, извиняюсь. Ведется работа над указателем «Театральная жизнь Карелии», а уже завершается работа над указателем «История народного образования Карелии 1796-1918 год». Формирование указателя «Театральная жизнь Карелии» ведется полностью средствами электронного каталога. Уже существующие записи формируются в отдельную базу. Значит, в дальнейшем формирование указателя возможно как в традиционном виде, в формате DOC или PDF, так и в виде базы данных. Значит, а недостающие записи, которые вручную находятся, они вбиваются просто в электронный каталог и помечаются определенным маркером, чтобы вошли в базу, например, «Театральная жизнь Карелии». Значит, указатель книги Карелии, о котором было сказано, он создавался на базе электронного каталога, то есть это уже, в принципе, обкатанная технология, и затем был опубликован в электронном виде на сайте библиотеки в формате PDF с добавлением вспомогательных указателей. Еще один опыт такой работы – это база данных «История предпринимательства в Карелии», которая выглядит в виде выжимок из электронного каталога, и работа над базой продолжается, потому что там есть некоторые проблемы. Не до конца она доработана. Так, если поговорить о деятельности партнеров, значит, один из партнеров – это научная библиотека ПетерГУ. Значит, они выпускают указатели трудов преподавателей университета, и за последнее время был издан только один тематический указатель – это ансамбль Кишского погоста «История архитектуры», 2014 год. К сожалению, выпала из процесса по созданию библиографических изданий научная библиотека Карельского научного центра. Значит,
в 90-е годы 20 века создание указателей о городах и районах Карелии перешло в функции муниципальных библиотек. Выпуск библиографических пособий муниципальными библиотеками происходит достаточно неравномерно. Если в конце 90-х годов 20 века, начале 21 века библиотеки активно делали эту работу, например, города Карелии, как Питкяранты, Сегежа, Суоярви, Пряжа и другие, то за последние 10 лет почти не выходят указатели в данной серии. Исключение составляет только город Сегежа. В 2019 году они подготовили 3-й выпуск указателя о Сегеже. Ранее издания вышли в 1984 году и в 2003. Многие районы имеют либо очень старые указатели, либо вообще их не имеют. В районах также не выпускаются ни тематические, ни биобиблиографические указатели. Причины такой ситуации, скорее всего, это отсутствие или нехватка кадров в первую очередь. Но, с другой стороны, Национальная библиотека, в свою очередь, готова оказывать методическую помощь муниципальным библиотекам в составлении библиографических списков и указателей при обращении в любом виде, устно, по телефону или электронной почте. Значит, в настоящее время идет обсуждение и подготовка 3-го этапа программы «Память Карелии», в которую войдет значительная работа по созданию библиографических пособий. В области национальной библиографии Национальная библиотека ставит перед собой следующие задачи: расширение доступа к библиографическим ресурсам о Карелии, создание и совершенствование системы библиографических пособий, электронных каталогов и баз данных, библиографическое описание фонда документального наследия и предоставление библиографических ресурсов в интернет-пространстве. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, вопросы. Спасибо за доклад. Нам, национальным республикам, особенно интересует, сколько штат у вас в отделе и сколько в книжной палате летописи обычно выступает, или выпускает или сектор книжной палаты, или краеведческий отдел уже объединенный. Мы уже забыли. Спасибо. Смотрите, штат, значит, следующий. У нас объединенный отдел вместе с книжной палатой. Значит, краеведов у нас вместе с одной 5 человек, а в книжной палате у нас 3 библиографа. Значит, получается, летописью занимается книжная палата, естественно, а указателями занимаемся мы. Вот. Вроде все, да? Ответил на ваш вопрос. Коллеги, я хотела бы напомнить, да, кто случайно не знает, это одна из самых сильных в библиографическом отношении библиотек России. Капитальные указатели, вот на такие вот отраслевые, не выпускает, по-моему, никто, кроме Карелии сейчас, отраслевые, когда целиком печать или целиком библиотеки, и капитальные указатели вот такие серьезные, они делают одними из лучших. Но это так, ремарка в сторону, мы на следующий год увидим все это, да? Поклон всем карельским библиографам, которые нас сейчас слышат. Правда, респект. У меня вопросы есть. Во-первых, зачем тематические базы при наличии приличного электронного каталога предпринимательства Карелии? Зачем это? Чем это оправдано? Потому что уже об этом говорили сегодня, потому что электронный каталог не дает полной возможности фильтровать это все. Вы представляете, например, вы идете в магазин, да, вы знаете, какой хлеб вам нужен купить. А если вы не знаете, какой хлеб вам нужен, вы видите какое-то большое количество буханок, да, электронный каталог, к сожалению, пока не дает возможности посмотреть, какой хлеб есть, бородинский или там белый, и всякое такое. Это так, если пример привести. Понятно. То есть это продукт, который повыше качеством, да? Да, я бы сказал так. Единственное, там есть какая сейчас проблема в том, что там есть династии предпринимательские, да, если мы выбираем какую-то династию, это пока что просто ссылки электронного каталога, то есть не так, как в указателе именно какая-то там страница, то есть есть вот эти недоработки в этом плане. Хорошо, понято, хотя сомнения остались. Еще вопрос. Раньше, вы заговорили про города, да, про указатели о городах. Карелы отличались еще тем,
что они, эти указатели, не просто помогали, да, позвонить там, да, а они делали их вместе. Они сажали библиографа районной библиотеки, и с ним вместе, шаг за шагом, проходили указатель. Это всегда практически было на самом деле совместное издание. И они тем самым решали две проблемы. Достойный указатель и обученные вот в этой работе, вот рядышком сидя, да, обученные кадры. Сейчас такая практика сохранилась или нет? Вот такая, понятно, да, о чем я говорю? Да, но я, конечно, недавно работаю, вот, получается, 2 года. Вот прям такого, чтобы кто-то приезжал и прям мы сидели, делали, при мне сейчас не было. Но вообще с районов приезжают, консультируются. Ну, тут нужно понимать, что в районах у них большие проблемы действительно с кадрами, и уже фактически неизвестно, кто вообще эти указатели будет делать, потому что и кадров нет, и профессионализм падает, естественно. Понятно. Спасибо, у меня вопросы кончились. Кто-то еще, может быть, что-то хотел бы сказать, спросить? Спасибо. Да. Поблагодарить за доклад. И, коллеги, в своем выступлении я обращала внимание на сайты Архангельской областной библиотеки в качестве примера, а национальным библиотекам, формируя вот свою историю библиографии, просто рекомендую вот этот вот проект и именно раздел библиография Карелии. Возвращаясь к нашим универсальным, к сохранению памяти, там все собрано и представлено. Рекомендую еще раз обратиться к этому ресурсу. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина Игоревна. Я бы хотел еще в свою очередь сказать, что, ну, это мое мнение, конечно, но среди электронных проектов Национальной библиотеки, вот Национальная библиография Карелии, этот проект, он выглядит максимально собранным, логичным, удобным. Ну, можно продолжать этот список бесконечно. Да, там, конечно, такой дизайн немного устаревший, но, с другой стороны, там хороший функционал очень, по-моему. Спасибо большое. Я хочу только еще сказать, что Национальная библиотека Карелии очень активно обращается в нашу библиотеку, когда возникают вопросы. Всем остальным мы напоминаем об этой возможности. Много-много уточнений мы для них делаем, когда возникают проблемы с репертуаром местной печати или отдельными разысканиями. Спасибо большое. Следующий доклад. Так, Роза Васильевна Степанова, заведующая сектором ретроспективной библиографии отдела национальной литературы и библиографии Национальной библиотеки Чувашской Республики, библиографические проекты Национальной библиотеки Чувашской Республики. Добрый день, коллеги. Национальная библиотека Чувашской Республики является ведущим центром по реализации библиографических проектов. Библиотека формирует национальный репертуар книги, печати. Сегодня точнее будет определить его как национальная библиография, состоящая из различных библиографических ресурсов для ретроспективного и текущего учета первичной продукции и информирования о ней. Основой для текущей национальной библиографии является закон об обязательном экземпляре документов и система учета и регистрации всех изданий, тиражируемых в республике. Формируются базы данных обязательного экземпляра книг, периодики и их электронных версий, которые поступают в библиотеку от местных издательств. Сотрудники Национальной библиотеки Чувашской Республики и центральных районных библиотек ведут работу по корпоративной каталогизации краеведческих материалов в системе автоматизации библиотек «Ирбис», которая представлена в сводной базе Чувашика. Библиографические записи. Ответственным за ведение базы является сектор государственной библиографии отдела книжной палаты Национальной библиотеки Чувашской Республики. Библиографические записи собираются также на аналитику в базе Чувашика, ответственным, повторяюсь уже. На основе записей баз данных обязательных экземпляров и Чувашика формируются летописи печати.
Для этого записи, полученные за определенный период, квартал, перебрасываются рабочие базы. Книги отдельно, статьи отдельно. И проводится отбор записей. Удаляется часть газетных статей. И ставятся издательские индексы. Применяется встроенная в программу Ирбис таблица УДК. На основе индексов УДК формируются издательские индексы в поле 690, которые при выгрузке данных позволяют выстроить правильную структуру летописи печати. С конца 2018 года на сегодняшний день летопись печати Чувашской Республики формируется также с использованием стандартизированного языка разметки документов HTML, что позволяет, кроме печатного издания, опубликовать ее на сайте библиотеки с использованием перекрестных ссылок для связи библиографических записей со вспомогательными указателями, что значительно облегчает поиск информации. На основе данных текущей библиографии формируются ретроспективные своды, универсальная библиографическая информация о Национальном фонде документов, которая издавалась в определенные периоды исторического развития Чувашии. Такой репертуар характеризует национальную культуру в ее историческом современном аспекте, позволяет проследить основные ее особенности и закономерности, позволяет создать базу для исследовательской и практической деятельности специалистов. Сами? Ну, стойте. Плохо вижу, потому что даже в очках плохо вижу. Библиографическое описание произведений печати о чувашах и Чувашском крае имеет вековую историю. До революции и пореволюционные годы этим делом занимались энтузиасты. Одной из первых попыток выявить и систематизировать литературу о чувашах стал библиографический указатель чувашского священника Анатолия Иванова, охватывающий период с 1756 по 1906 год, увидевший свет в 1907 году. Впоследствии историк, этнограф, языковед Николай Никольский к своему сочинению «Наиболее важные статистические сведения об инородцах Восточной России и Западной Сибири», опубликованному в 1912 году, приложил 229 названий чувашских книг. Правда, данный список книг далек от профессионального библиографического описания, но дорог тем, что дает информацию для целенаправленного ведения поисковых работ. В 20-е годы XX века большую работу по выявлению и библиографическому описанию произведений печати о чувашском языке проделал Василий Егоров. Составленный им библиографический указатель, включающий литературу на разных языках, европейских, русском и чувашском, изданный в 1931 году, охватывает довольно большой период времени с 1758 по 1931 год. В 1950 году сотрудниками книжной палаты был подготовлен и издан библиографический указатель «Чувашская книга» до 1917 года. Однако этот первый репертуар чувашской книги, изданный небольшим тиражом, 300 экземпляров, сразу попал под нож цензуры. И практически весь тираж чувашской книги был уничтожен. Сохранились лишь сигнальные экземпляры, с которых делались копии для заинтересованных лиц. В 2001 году вышел в свет одноименный, дополненный и исправленный ретроспективный библиографический указатель. В последующем Книжная палата и Национальная библиотека Чувашской Республики реализовывали проекты по созданию сводных каталогов репертуаров. В настоящее время пользователи располагают максимально полной репертуарной информацией о национальной печатной продукции, выпущенной с 1969 по 2000 год, за исключением репертуара чувашской книги 1941-1960 годов издания, работа над формированием которого уже начата. На сегодняшний день изданы каталоги репертуара местной книги за 1961-1980 годы,
1981-2000 годы на русском языке, подготовлены к печати за 1918-1940 годы и за 1981-2000 годы на чувашском языке. По всей хронологической парадигме репертуара происходит в разной степени регулярное и эффективное накопление сведений. Всеми этими новыми данными будет дополнен сводный каталог Чувашской Республики, который станет частью российской ретроспективной национальной библиографии. Каталоги состоят из двух частей. Часть первая включает книги на чувашском языке, часть вторая включает издания на русском языке. Расположение материалов в каталоге алфавитное. Исключение составляет каталог репертуара «Чувашская книга 1918-40 год». Здесь библиографические записи расположены прямой хронологией, а в пределах одного года по признаку языка в общем алфавите первого элемента библиографической записи. Сбор сведений об изданиях осуществлен на основе изучения указателей, каталогов, электронных баз данных крупнейших библиотек России, Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, национальных и областных библиотек регионов компактного проживания чувашского населения, ведущих книгохранилища города Чебоксары и Фонда Национальной библиотеки Чувашской Республики. Каталоги основаны на 15 обследованных хранилищах. В репертуарах «Чувашская книга» представлены все виды книжных изданий, за исключением лабораторных, практикумов, методических пособий и указаний к лабораторным работам, учебно-методических разработок, книжек-раскрасок, программ мероприятий, календарей. Дополнительно включены издания, имеющие менее 48 страниц, языковые словари, чувашско-русский, русско-чувашский, детская художественная литература, литературно-художественные издания, историческая литература, издания по фольклору, библиографические указатели, нотные издания. Каталоги снабжены справочно-поисковым аппаратом, включающего предисловие, именной указатель, указатель заглавий, учреждений и организаций, список условных обозначений фондохранилищ, содержание. В отличие от других репертуаров, в каталоге репертуаре «Чувашская книга 1918-40 год» представлены все виды книжных изданий: официальные, научные, литературно-художественные, песенники, производственные, учебные, массово-политические, духовно-просветительские, справочные. Книги на чувашском языке по 30-е годы издавались в разных транскрипциях на основе кириллицы. При составлении библиографических описаний этих изданий соблюдены нормы современной орфографии чувашского языка. Сокращения в библиографическом описании до 1923 года даны в том же виде, что и в издании. Кроме универсальных сводов, Национальная библиотека издает ретроспективные пособия отраслевого и тематического характера, которые должны полно отражать книги, статьи из журналов и сборников за определенный хронологический отрезок и регулярно дополняться выпусками, включающими сведения о новой литературе. Персональные и библиографические пособия, включающие полный перечень работ тех или иных ученых, писателей, деятелей искусств, а также литературу об их жизни и деятельности. Активное внедрение новых технологий, сочетание с традиционными методами подготовки информационных пособий позволяет качественно и оперативно обеспечивать потребителей информацией. Текущие и ретроспективные пособия в Национальной библиотеке формируются в системе автоматизации библиотек ИРБИС-64, предназначенных для этих целей рабочих базах, с использованием того же поля «Издательский индекс», со встроенным словарем структуры указателя. В каждой библиографической записи заполняем поле 690 издательский индекс согласно структуре указателя. И вообще важна точность описания по всем полям. На основе заполненных полей предметных, географических и персональных и других рубрик автоматически подготавливаются все вспомогательные указатели. Чтобы не было разночтений фамилий, наименования организаций, географических рубрик, устанавливаем единые точки доступа в соответствующих полях. 600-е поле персоналия, 601-е персоналия коллектив, 607 географическая рубрика. Хотелось бы вкратце рассказать об опыте работы с экстериорикой, который у нас сложился.
Комплектование и библиографический учет экстериорики большей части стран расценивается как важная государственная задача и составляют одну из функций национальных библиотек. Согласно устоявшейся практике, библиографический учет произведений печати, изданных российской печати и за рубежом, фиксируется при подготовке научно-вспомогательных библиографических изданий. Важным фактором в работе над ними является творческое сотрудничество с учеными, писателями, краеведами, специалистами архивов и музеев. В частности, мне хотелось бы рассказать о библиографическом исследовании жизни и творчества известного общественного деятеля, народного писателя Михаила Юхмы. Печататься он начал в 50-е годы XX века на страницах Батырской районной газеты «Авангард». С тех пор он регулярно публикует свои произведения республиканской, центральной печати и за рубежом. Он автор более 300 книг. Произведения его изданы не более чем в 100 языках народов мира. Успешно работает над исторической и современной тематикой. Показал себя талантливым мастером поэзии, прозы, драматургии, публицистики, также фундаментальных исследований по древней и средневековой истории болгаро-чувашского народа. На его тексты написано более 200 песен. Детская опера «Пюрнеске», одноименный балет и ряд музыкальных комедий. Пьесы поставлены в театрах многих стран. В процессе совместной работы обнаружилось, что библиотека не располагает всеми печатными изданиями, где были опубликованы произведения и публикации из жизни и деятельности Михаила Николаевича. У него дома оказалось, что у него богатая библиотека. И он любезно предоставил отсутствующие у нас издания для библиографирования. Были просмотрены и выявлены по материалам периодических изданий российской и зарубежной публикации о жизни и творчестве Михаила Юхмы и его статьи. В процессе работы были выявлены и другие материалы по Чувашии. Всего было библиографировано 832 источника. Кроме того, эти материалы с разрешения Михаила Николаевича были нами оцифрованы. На сегодняшний день в базе Национальной электронной библиотеки в коллекции Юхма Михаил предоставлено 215 документов. Хотелось бы затронуть некоторые проблемные моменты, с которыми нам пришлось столкнуться во время учета материалов, изданных за рубежом и на языках народов России. Библиографами было принято методическое решение библиографировать публикации на языке и графике оригинала, как требует того государственный стандарт. Современные интернет-технологии позволяют использовать алфавиты различных языков. Объективно желательным следует признать двойное библиографирование иноязычной экстериорики. Во-первых, на языке оригинала произведения, и во-вторых, в переводе на язык ведения библиографической записи. Таким образом, пользователю предоставлена возможность самостоятельно выбрать тот вариант описания, который ему более необходим. В разделе «Перевод заглавия» согласно стандарту библиографических описаний нами были использованы переводное вкрапление заголовка и аннотации с указанием языка текста. Во избежание ошибок обработки иностранных изданий желательно производить при участии носителя языка. Михаил Николаевич оказался скрупулезным библиофилом. Почти во всех источниках писателям были даны переводы на русский язык и указаны страницы. Тем самым была облегчена работа библиографа. Работа над указателем не завершена, продолжается в перспективном плане формирования на основе базы персонального научно-вспомогательного указателя. Кроме библиографических баз данных, активно формируются фактографические базы, такие как база «Памятники и воинские захоронения Чувашии». Цель базы – увековечение памяти защитников Отечества, воинских захоронений Чувашской Республики и сохранение имеющихся военно-мемориальных сооружений для составления полного реестра воинских захоронений и иных мемориальных сооружений. В базе собрано описание мемориальных сооружений и воинских захоронений, памятных мест на территории Чувашской Республики, связанных с увековечением памяти защитников Отечества, участников Великой Отечественной войны 41-45 годов, Первой мировой войны, Гражданской войны, войны в Афганистане, локальных военных конфликтов и
начала 1992 и начала 21 века, погибших при исполнении обязанностей воинской службы в мирное время. В сборе сведений об объектах принимали участие все муниципальные библиотеки республики. На текущий момент база содержит сведения о 1676 объектах мемориальных сооружений, памятниках и воинских захоронениях, братских могилах на территории Чувашской республики. В описаниях объектов указано полное название объекта, его местонахождение, район, населенный пункт, улица, типологическая принадлежность, дата установки, текст надписи на памятнике, если имеется, информация об авторе, если известен, описание объекта и прилегающей территории, сведения о его возникновении, изменении, перестройках, утратах, описание границ территории, фотографии объекта и примечания. Также снабжены библиографией, публикации о памятниках и о военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. База будет поддерживаться в актуальном состоянии за счет внесения сведений о новых памятниках, дополнений и исправлений по выявленным материалам, и информация предназначена для проведения системной работы по сохранению исторической памяти и поддержанию их в достойном состоянии. На основе этой базы Чувашским государственным университетом имени Ульянова создана интерактивная карта «Воинская память Чувашской республики». В будущем планируют создать большой портал об участии в Великой Отечественной войне уроженцев и жителей Чувашии, о памяти которой сохранилась о тех трагических годах. Особого внимания заслуживает проект по созданию биобиблиографической базы «Живи и помни». Военнослужащие, погибшие и пропавшие без вести при исполнении обязанностей воинской службы. Цель базы – увековечение памяти об этих людях в электронной форме и донести информацию до каждого жителя республики и за ее пределами. В базе учитывается информация о военнослужащих, уроженцах Чувашской республики, а также призванных на военную службу с ее территории, которые погибли при исполнении воинского долга в мирное время или пропали без вести. Среди них участники крупных и затяжных вооруженных конфликтов в Афганистане на территории Северокавказского региона Российской Федерации и миротворческих операций в бывших советских республиках. Включены военнослужащие, погибшие в Великой Отечественной войне и не включенные в Книгу памяти Чувашской республики. В базе представлены фотографии, краткие биографические сведения и библиографическая информация. База создана совместно с Государственной киностудией «Чувашкино» и архивом электронной документации Минкультуры Чувашии и военным комиссариатом Чувашской республики. Насчитывается на сегодняшний день 678 записей. В дальнейшем планируется установить двустороннюю связь между базой мемориальные памятники и базой военнослужащие. Таким образом, в процессе реализации библиографических проектов происходит сохранение электронной информации как культурного наследия, другими словами, сохранение цифрового наследия. Спасибо за внимание. Большое. Есть ли вопросы, коллеги? Ага. Вот данный доклад показывает нам конкретный пример. Вот Национальной библиотеки Чувашской республики сохранили почти единственную систему библиографических пособий. Многие пособия сохранили в печатном виде и в электронном виде продолжаются в виде баз данных. Большое вам спасибо. И отдельная благодарность коллегам. Я прошу прощения, сидя. Одна из немногих, кто сейчас как присылали и продолжают нам присылать свои печатные указатели. Спасибо. А у меня еще другой вопрос. Вот две фактографические базы, они как-то с авторитетными файлами завязаны? С авторитетными базами? Конечно, да.
То есть они записи туда и туда заимствуются и создаются, да? Заимствуются. Угу. Еще вопросы? Там некоторые странные вещи, но я думаю, что я не поняла. Вы показывали там перечень рубрик в каталоге. Там одно и то же имя в 6 или 7 вариантах. Юхма. Да, Юхма. Да. Это с чем связано? Этого не может быть вообще в норме. А он издан на 100 языках мира. А? На 100 языках мира. Так нет, на 100 языках мира, но у нас авторитетный файл для того и существует, чтобы была одна форма имени. Это на разных языках мира. Это не имеет значения. Одна форма имени выбирается как нормативная, и все остальные ссылочные. Даже если на иностранном языке. Ну а как вот сейчас смотреть? Как человек, который ищет по вашей базе, как он обнаружит всего Юхму? Он будет выходить на Михаил Юхму. На Юхму выходит. Там же русскоязычные переводы. Это же все равно другие варианты имени. На языках мира, не на языках мира, это все равно другие варианты имени одного и того же человека. На иностранном вот как это сделать? На иностранном как один вариант выбрать? Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз, мы работаем над созданием авторитетных файлов, но пока еще на начальной стадии. Будем говорить это географическими рубриками. Если мы разобрались с с именами, еще нет. Эта работа у нас продолжается еще. И еще одна проблема, которая не имеет отношения к Чувашии, но имеет отношение ко всем нам, самое прямое. Мы просто вот обратили внимание, там, где идет перечень указателей старых, да, 7-го года. Дальше, как меняется отношение к авторству библиографическому. Вы обратили внимание, первые 2 указателя были под именем автора, да? А потом все это съехало, составитель уехал в конец, а в последнем указателе, кажется, его не было вообще. Мы подумали над тем, что надо поставить вопрос на МКК о том, чтобы составители библиографических указателей рассматривались как авторы и соответствующим образом отражались в библиографических описаниях в формате. Это ошибка, когда составители библиографических указателей приравнивают к составителям сборников, например, да? То есть к людям с какой-то там вторичной, третичной ответственностью. Это неправильно. Мы этот вопрос поставили уже, может быть, он будет решен положительно. Наша библиотека выходит с этой инициативой не только по России, но и в мире, да? И я думаю, что вы нас поддержите, да? И нам тоже надо это положение менять. Спасибо большое. Вопросов нет? Больше. Спасибо большое, Роза Васильевна. Очень хороший доклад, подробный, ну а уж респект вашей библиотеке за то, что вы делаете. Так, и у нас последний доклад до перерыва, но не последнее, что мы услышим сегодня. Лилия Рашидовна Мансурова, главный библиограф по информационно-библиографического отдела Национальной библиотеки Республики Марий-Эл. Книги с автографами известных деятелей Республики Марий-Эл из фондов Национальной библиотеки имени Чевайна. Проект издания. Национальная библиотека имени Чевайна Республики Марий-Эл выявляет, сохраняет и популяризирует артефакты культурного наследия в соответствии с подпрограммой наследия Государственной программы России «Развитие культуры и туризма», утвержденной в 2012 году. В результате комплексного исследования фондов Национальной библиотеки методом Девизу собран обширный материал о книгах с автографами деятелей науки и культуры Республики Марий-Эл. Федеральный закон 78 о библиотечном деле в редакции 2016 года такие издания относят к особо ценной части Национального библиотечного фонда, охраняемых государством как культурное достояние народов Российской Федерации и предназначены для постоянного хранения и общественного использования. О важности и необходимости изучения книг с автографами, отражающих общекультурные, профессиональные интересы известных людей и связи, деловые контакты, отмечают ученые, исследователи, коллекционеры. Издание иллюстрированного каталога книг с автографами стало бы замечательным презентом Национальной библиотеки к юбилейным торжествам Марийской автономии в 2020 году. Данное издание адресовано широкому кругу любителей книги и представляет интерес для историков, краеведов, работников библиотек. Описание книг, фотографии автографов сопровождаются биографическими сведениями дарителей и адресатов.
Каталог снабжен вспомогательным именным указателем. В проекте каталога книг с автографами представлены инскрипты, автографы известных деятелей науки и культуры Республики Мариэл, составляющих гордость Марийской земли. Имена известных деятелей, кто внес значительный вклад в развитие нашего края, отражены в энциклопедии Мариэл и Марийской биографической энциклопедии. Остановимся на наиболее значимых изданиях и знаковых именах. Начнем с автографа, который встречаем в книжном памятнике, изданном в Санкт-Петербурге в 1775 году для учащихся марийцев миссионерских школ. И что? Попробуйте. Вот туда направьте. Ну-ка, сейчас, может, следующий будет. Ребят, помогите, пожалуйста. А вот, ой, подождите. Еще раз. Вы просто говорите, когда... Ладно, хорошо. Следующий слайд. Это первая марийская грамматика митрополита Вениамина, сочинение, принадлежащее грамматике черемисского языка. Автор раритетной книги Пуций Григорович Василий Григорьевич, один из основоположников марийской письменности. Культовое издание библиотеки было подарено Пингитовым. Пингитов Николай Тихонович, кандидат филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Республики Мариэл. Ученым создан свод правил марийской орфографии и пунктуации, орфографический словарь, школьные учебники по марийскому языку. На форзаце книги расположен автограф. В переводе с марийского языка читаем «Марийской республиканской библиотеки в честь 40-летия». Инскрипты или автографы на книге несут особую информацию о личных, служебных и этикетных отношениях, добавляют новые факты к уже имеющимся сведениям о том или ином лице или культурном явлении. Проиллюстрируем на примере. На развороте книги 1910 года издания «Пирогов. Сочинений. Том 1» рядом с портретом знаменитого русского медика стоит дарственная надпись. Следующий кадр можно. Глубоко уважаемому врачу Ивану Васильевичу Репьеву на 24 ноября 2012 года Влад Барановского. Далее следует четверостишье. Когда тебя смутит внезапное сомнение, то мысль одна, что ясно его, Пирогова, взор тебе безмолвно выразит укор. Пускай внушит правдивое решение и волю укрепить твою. Город Царево-Кокшайск. Царево-Кокшайском до 1919 года назывался город Йошкар-Ола. Барановский Владимир Петрович, юрист, уроженец Царево-Кокшайска, член Казанского окружного суда, член уездной земской управы, комиссар Временного правительства в Царево-Кокшайском уезде. Репьев Иван Васильевич, земский врач Царево-Кокшайского уезда, заведующий земской больницей, в Первую мировую войну старший врач военно-медицинского поезда. После войны член уездного совета депутатов, один из первых актеров городского любительского драматического театра. Следующий автограф связан с патриархом марийского языкознания Валерианом Михайловичем Васильевым. Его именем назван Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории, улица Йошкар-Оле. Выдающийся ученый, языковед, этнограф, фольклорист, музыковед стоял у истоков марийской художественной литературы. Можно следующий слайд? Ага, молодцы. В книге Васильева «Отношение черемис к половой распущенности» на основании материалов, собранных у восточных черемис в Казанской и Вятской губерниях, на первой странице дарственная надпись. Многоуважаемому Василию Тимофеевичу Соколову от автора. Соколов Василий Тимофеевич, ученый-лингвист, профессор, видный теоретик и методист по марийскому языку. Книги с автографами являются важным источником изучения времени в историко-культурном и культурно-бытовом аспектах. Так, инскрипт, следующий слайд, на память Виноградову от Васильева встречаем в журнале «Ежегодники» «Марла-календарь». «Марла-календарь» – это первое периодическое издание на марийском языке. Издание было подготовлено переводческой комиссией при управлении Казанского учебного округа и напечатано в центральной типографии города Казани. А Виноградов Иван Григорьевич – это директор Марийской республиканской библиотеки, оставил заметный след в культурном пространстве Республики Мариэл. В книге «Библиотечное дело», следующий слайд,
В Марийской автономной области, по данным Всесоюзной библиотечной переписи, читаем дарственную надпись в областную научную библиотеку МАО от автора. Иваницкий Виктор Федорович, ученый-востоковед, библиограф, основатель и первый заведующий информационно-библиографического отдела Национальной библиотеки. Следующий слайд. Заметим, на исследования Иваницкого указывают отечественные философские энциклопедии, справочные издания, а также фундаментальный библиографический указатель «Философское содержание русских журналов начала XX века». Архивный фонд Иваницкого хранится в РГБ в отделе рукописи. Иваницкий – автор первого библиографического указателя, изданного в нашей библиотеке. Национальная библиотека Республики Мариэл носит имя Сергея Григорьевича Чевайна. К сожалению, библиотека не располагает книгами с автографами основоположника и классика марийской литературы. Он был репрессирован, потом реабилитирован, его не стало в 1937 году. Дочь Галина Сергеевна подарила библиотеке собрание сочинений, сборники воспоминаний и статьи об отце, составленные и изданные ею. Следующий слайд. В фотоальбоме Чевайн читаем в переводе с марийского языка дарственную надпись. Марийской республиканской научной библиотеке в двойной ее праздник 60-летием и присвоением имени Чевайна. Семейный подарок, фотоальбом с наилучшими пожеланиями. Анатолий Сергеевич и Галина Сергеевна Чевайн. В области литературы имя писателя носит государственная премия Республики Мариэл, бульвар в Йошкар-Оле. На его родине в деревне Чевайнур проводятся чевайновские чтения, возведен мемориальный комплекс. Особый раздел в проектном каталоге составляют инскрипты писателей Мариэл. В Национальной библиотеке находятся книги с автографами всех писателей и литераторов по библиографическому справочнику писателей Мариэл. Приведем примеры. Начнем обзор с Крупникова. По выражению историка Айплатова, своего рода пароль нашей республики. Следующий слайд. Крупников Аркадий Степанович, народный писатель Марийской ССР, член Союза писателей СССР. На родине писателей в селе Чкарино Советского района проводится ежегодное чтение. Его имя носит районная библиотека в поселке Советской. В Йошкар-Оле установлен памятник. В романе «Марш Акпарса» на форзаце книги надпись «Моим дорогим помощникам в работе над этой книгой, работникам Республиканской библиотеки, с глубокой благодарностью от автора». Автограф Аркадия Крупникова встречаем на титульном листе приключенческого романа «Амазонки» Республиканской библиотеки и ее труженикам за многую помощь в моей работе. Спасибо, Аркадий Крупников. Национальная библиотека гордится книгами с автографами ученого и литературоведа, мастера исторического жанра Васина. Следующий слайд. Васин Ким Кириллович, писатель, переводчик, заслуженный деятель науки Марийской ССР, заслуженный работник культуры Чувашской ССР, народный писатель Марийской ССР, почетный гражданин Йошкар-Олы. Его именем названа улица в нашей столице, Сернурская централизованная библиотечная система. Заслуги Кима Васина в популяризации творческого наследия, в подготовке к публикации и издании собраний сочинений, сборников избранных произведений писателей Чевайна, Крыле, Мухина, Шабдара. Им составлены библиографические указатели, справочники по истории родной литературы. Произведения писателей переведены на многие языки. В книге на эстонском языке «На земле Анара» встречаем автограф Республиканской библиотеки имени Чевайна Ким Васин. Прежде чем перейти к следующему автографу, сделаем пояснение. В Национальной библиотеке в дар переданы собрания книг многих деятелей науки и культуры Республики Мариэл. Так, личная библиотека Рыбакова послужила созданием специализированного фонда эксклюзивных экземпляров. Следующий слайд. Миколай Рыбаков, Рыбаков Николай Федорович, народный писатель Республики Мариэл, драматург, возглавлял Творческий союз писателей Марийской ССР. В личной библиотеке Рыбакова встречаем автографы известных деятелей России. Так как мы находимся в Чувашии, в Чебоксарах, мы никак не могли пройти мимо этого автографа. Следующий слайд. Так, в книге Николаева «Космос. Дорога без конца» видим дарственную надпись. Уважаемому Николаю Федоровичу Рыбакову, прекрасному марийскому писателю, с пожеланиями больших творческих успехов, летчик-космонавт СССР А. Николаев, «Звездный городок», 1987 год. Национальная библиотека бережно хранит прижизненные издания с автографами поэта-новатора Колумба. Следующий слайд.
Валентин Христофорович Колумб, первый лауреат премии Марийского комсомола имени Улыка Ипая в области литературы. Ежегодно в республике проводятся колумбовские чтения. Его именем названа Республиканская детско-юношеская библиотека. На родине поэта установлена памятная стела. На титульном листе марийского перевода поэмы Твардовского «Ленин и печник» инскрипт, адресованный Рыбакову Николаю Федоровичу от всей души и с огромным уважением. Обзор книг с автографами писателей продолжим изданиями из личной библиотеки Матюковского. Следующий слайд. Матюковский Геннадий Иванович, народный поэт Республики Мариэл, заслуженный работник культуры Российской Федерации, возглавлял Творческий союз писателей Республики, один из создателей либретто первой национальной оперы «Акпатр», переводчик Евгения Онегина Пушкина на горно-марийский язык. Особая ценность личной коллекции в содержательных автографах. И следующий слайд. Чувашский поэт Владимир Грибанов оставил автограф в книге «Дерево любви». Но помимо автографа сборник хранит и письмо от 2 апреля 1985 года. Следующий слайд. Книга с автографом народного поэта Чувашии Педро Хазангая хранит закладки, которые оставил Матюковский, а на полях читаем карандашные комментарии, поправки Хазангая его рукой. Обзор книг выдающихся деятелей культуры края в продолженном издании связан с именем Ишпая. Именно с ним ассоциируется образ Республики Мариэл. Следующий слайд. Ишпай Андрей Яковлевич, российский композитор, народный артист СССР и Марийской ССР, почетный гражданин Ишкаралы и Космодемьянска, в творческом портфеле композитора балеты, музыка к театральным постановкам, кино и телефильмам. Андрей Ишпай – автор золотой серии концертов для всех инструментов симфонического оркестра. Его имя носит детская школа искусств Космодемьянска. И первый автограф запечатлен на форзаце сборника воспоминаний «Воды текут. Страницы жизни и творчества композитора Якова Ишпая и Андрея Ишпая». Книгу Богданова украшает тоже автограф дорогому высокоталантливому Николаю Федоровичу Рыбакову с глубоким уважением и наилучшими пожеланиями счастья. Андрей Ишпай. С именем Ишпая связано творчество Шапкина. Следующий слайд. Шапкин Виталий Владимирович, флейтист, заслуженный артист Российской Федерации. Композитор Андрей Ишпай специально написал композицию 3 пьесы для флейты соло и посвятил их Шапкину. В сборнике воспоминаний музыканта «Моя флейта» на титульном листе инскрипт читателям нашей национальной библиотеки Чивайна с пожеланиями добра и чтобы не забывали дорогу к чтению. Национальная библиотека, как уникальный артефакт, хранит театральную программку первой марийской оперы «Акпатр» по одноименной драме Чивайна от 5 апреля 1963 года. Следующий слайд. Театральная реликвия принадлежала Рыбакову. В день премьеры «Трогательный дар» подписан главным дирижером Марийского драматического театра имени Шкетана. Таныгин Гавриил Федорович – это оперный и хоровой дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Дорогой Николай Федорович, примите горячие поздравления в исторической для марийской культуры день рождения первой марийской оперы «Акпатр» композитора, нашего друга Эрика Сапаева, и признательны за тот большой труд, который вы вложили в работу над этим спектаклем. Пусть сегодняшний день будет началом больших дел в нашей совместной работе. В 1970 году Сапаев, Таныгин, Венедиктов, Ковалева за постановку оперы были удостоены первой государственной премии Марийской ССР. В Национальной библиотеке находятся книги с автографами композиторов Гейста, Искандарова, Кульшетова. Следующий слайд. Гейст Константин Романович, заслуженный деятель искусства Марийской ССР, передал в дар Национальной библиотеке нотные рукописи. Инскрипт композитора встречаем в смирновских записях марийских луговых народных песен в обработке для голоса с фортепиано. К драгоценным дарам Национальная библиотека относит книги с автографами ученых Республики Мариэл. И здесь можно привести автограф Глотова. Глотов Николай Васильевич, доктор биологических наук, профессор. Следующий слайд. Да, хорошо. На форзаце сборника Тимофеев-Ревсовский как раз мы читаем. Национальной библиотеке от одного из переводчиков и соавторов. Надо сказать, что Глотов стоял у истоков проведения в нашей библиотеке научно-практической конференции, которая проходит с 2002 года раз в 2 года. Автограф может рассматриваться как один из важнейших биографических источников. И в следующем слайде мы видим, как в книге Сунукова «Путь в науку и науки» профессор подписал в Национальной библиотеке за приобщение к книжным мудростям, начиная со студенческих лет. Но если
В заключение можно просто пролистать теперь следующие слайды. Это вот ученый Вейцман, который известен, он именно по цесаркам в России. 10 у него наград на ВДНХ. Следующий слайд. Это наш известный художник Бакулевский. Его работа представлена в Третьяковской галерее и в музеях Москвы, и за рубежом. Он очень трогательный автограф написал. Если в библиотеке работают такие люди, значит, книга будет жива. И в заключение отметим, что издание иллюстрированного каталога и его распространение будет способствовать доступности уникального фонда. И каталог книг с автографами выступит в роли охранной грамоты этих изданий. И, как писал Пушкин, всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записки к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначащие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала великие творения, предмет наших изучений и восторгов. Спасибо большое. Мы очень много узнали о великой культуре марийского народа и ее представителях. Спасибо большое. Коллеги, маленькое объявление. У нас сейчас... Мы научились очень быстро обедать, должна вам сказать. Поэтому, что мы сейчас сделаем? Не бегите. Две вещи. Одна из них, сразу говорю, вторая. Мы по предложению наших хозяев сфотографируемся все вместе, пока мы все вместе, да? А сейчас у нас есть редкая возможность. Наша коллега из Камчатской краевой научной библиотеки приехала без доклада, но она привезла маленький фильм, маленький, меньше 10 минут, который рассказывает о работе этой библиотеки. Наталья Станиславовна, где у нас? Давайте, к барьеру, да. Мы сейчас его посмотрим, Да, и мы рады такой два возможности. Два слова, коллеги. Да, я без доклада. Вообще наша библиотека первый раз принимает участие в таком семинаре. Вот, хотя мне говорили, что 2 года уже приезжали с Камчатки, да, были. Но это с городской библиотеки. Вот. Я вместо доклада привезла фильм 10-минутный. Вот в феврале прошлого года нашей библиотеке исполнилось 190 лет со дня собственноручного подписания Николаем I документа об учреждении казенной библиотеки в Камчатке от 24 января по старому стилю. Вот. И в связи с этим силами наших сотрудников, с привлечением профессиональных чтецов, был подготовлен такой маленький фильм о деятельности библиотеки, начиная от истоков, от истории создания до современного развития библиотеки. Вот, давайте посмотрим. Спасибо. Черт побери, живут же люди, влюбляются, ходят в театры, в библиотеки. Перенесемся на 200 лет назад.
Полуостров еще осваивается. Морской путь зависит от погоды и времени года. Серые сопки, неустроенность быта, нехватка культурной жизни и скука. Все изменила записка о преобразовании Камчатского края, в которой, кроме прочего, было и предложение о заведении казенной библиотеки. Николай I собственноручно поставил резолюцию «Согласен». И в 1828 году в маленьком городке на краю земли появился свой небольшой литературный очаг. С тех пор и начинается славная история старейшей библиотеки полуострова с пожарами, переездами и возрождением. Судьба библиотеки складывалась удивительно. В 1855 году в связи с эвакуацией порта во время событий Крымской войны книжные фонды из Петропавловска были доставлены в Николаевск-на-Амуре, где спустя несколько лет случился пожар. И поэтому книжный фонд Камчатской библиотеки пришлось формировать заново. И тогда весь Дальний Восток пришел на помощь, жертвуя книги и журналы. До наших дней дошел лист с фамилиями участников подписки на новые собрания сочинений для окружной Петропавловской библиотеки. А потом грянула революция, и вековая история учреждения канула в лету. Отсчет времени начали вести с 1917 года. И только в середине 80-х историческая справедливость восторжествовала. 21 ноября 1986 года библиотеке было присвоено имя первого русского академика, автора знаменитого труда «Описание земли Камчатки» Степана Петровича Крашенинникова. А в 1987 году она получила статус «научная». В этот же период случайно обнаружилась та самая записка к Николаю Первому, и оказалось, что, несмотря на все исторические перипетии, переезды и переименования, библиотека Крашенинникова – та самая казенная библиотека, о которой в далеком 1827 году ходатайствовал Аркадий Голенищев. Главная библиотека Камчатки чутко улавливает потребности времени и общества, меняется в соответствии с ними, успешно встраиваясь в ход событий. В годы Великой Отечественной войны библиотека не закрывалась ни на один день, выдавала книги, поддерживая моральный дух населения. Едва вернувшись к мирной жизни, библиотекари на собачьих упряжках повезли литературу в самые отдаленные поселки полуострова. Командировки длились порой более 2 месяцев. До места назначения добирались на лошадях, оленьих и собачьих упряжках, паромах и маломерных суденышках. Ночевали прямо в читальных залах, среди книг и стеллажей, но, несмотря на трудности, продолжали нести свою миссию. В эпоху перестройки страна переживала непростые времена. Библиотека, как и в начале своей истории, стала одним из немногих доступных культурных центров полуострова. За книгами выстраивались очереди, а в уютных залах кипела жизнь. Литературные гостиные, концерты, диспуты и интересные встречи. Библиотекари делали все, чтобы помочь людям остаться собой в нестабильном, стремительно меняющемся мире. Камчатская краевая библиотека сегодня – крупнейший на Дальнем Востоке информационный, просветительский и культурный центр. Являясь главным хранилищем печатных изданий Камчатского края, библиотека Крашенинникова выполняет функцию региональной книжной палаты, сохраняет особо ценные и редкие издания. В ее фондах насчитывается более 500 тысяч документов. В учреждении активно внедряются новейшие компьютерные технологии, развиваются информационные услуги, создаются собственные электронные базы данных. Гордостью библиотеки является уникальная краеведческая база данных «Камчатка». Читателям предоставлена возможность электронного доступа к редким краеведческим книгам и газетам. Повышая качество информационно-библиотечных услуг, библиотека, как и прежде, оперативно реагирует на вызовы быстро меняющегося времени. Создаются новые отделы и центры межкультурной коммуникации, информационно-просветительский центр «В семье и детях»,
Кабардиной стал территорией Содружества национальных диаспор края, а отдел краеведения – центром обслуживания представителей коренных малочисленных народов Севера. Особое внимание в работе библиотеки уделяется развитию социального партнерства с органами власти, взаимодействию с различными структурами местного сообщества. Реализуются совместные программы по приобщению к культуре, книге и чтению различных слоев населения. Отдел социальной работы с известным брендом «Университет третьего возраста», Центр семейного развития «Радуга жизни», отдел по работе с молодежью, Камчатский региональный центр президентской библиотеки, Краевой центр поддержки НКО. Это далеко не полный перечень современных структур и направлений деятельности учреждения. Сегодня в библиотеке отмечаются все знаменательные события культурной жизни Камчатки, России, даты мирового значения. В ее визитной карточке концерты, художественные выставки, разнообразные клубы по интересам. Краевая библиотека принимает участие во всероссийских акциях, тотальном, этнографическом, географическом диктантах. На Библионочь сюда стекаются сотни людей самых разных возрастов. И все же в первую очередь библиотека – это книги. Форумы в поддержку чтения дарят возможность познакомиться с культурными деятелями России, литературоведами и писателями. Гостями библиотеки были Екатерина Гениева, Александр Архангельский, Алексей Варламов, Дмитрий Бак, Евгений Водолазкин и многие другие. Эти встречи стали настоящим событием для жителей полуострова. Высокий научный статус главной библиотеки региона подтверждают регулярно проходящие международные мероприятия, ежегодные крашенинниковские чтения, многолетняя информационно-методическая и издательская деятельность. Библиотека, как живой организм, постоянно развивается, меняется и растет. Цель всех этих перемен достаточно проста – быть незаменимой и важной в жизни общества во все эпохи и времена. Вы знаете, мы в прошлом 2 года писали книгу по истории Камчатки. Вот, так получилось, что мы в прошлом году не успели это сделать, и сдали ее только в этом году. Вот, мы ее дарим Национальной библиотеке Чувашии, вот, чтобы было у них в фонде. Спасибо огромное коллегам из Камчатки за эту возможность нам такой хороший фильм увидеть. Ну, процветания вам, коллеги. И чтобы мы почаще вас видели в своем городе. Ну что, сейчас фотографироваться, Галина Павловна, командуйте. Уважаемые коллеги, выходим здесь в фойе библиотеки, в фойе этажа, и мы там фотографируем. Наши коллеги Национальной библиотеки, не убегайте, пожалуйста, давайте.